Марина, доброе утро. Доброе утро. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе откроем некоторые забытые и спрятанные тайные истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знаете, что мы можем предложить вам персонализированную услугу по энергии. Марина, доброе утро. Доброе утро. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированную услугу по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Марина войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. А теперь, Марина, на счете 3. Подключись ко всей информации, которая связана с туннелем света. 1, 2, 3. Марина, опиши момент из одной из своей инкарнаций, когда ты осознала, что физическое тело больше не удерживает тебя. 1, 2, 3. Ну вот, пока мы грузились, мне все Мгм. показывали уже картинки, я не знаю, к этому относится или нет. Было какое-то европейское воплощение, и я раньше его не видела. И это девушка, молодая женщина, какого-то сословия не маленького, потому что платье такое все белое, нарядное. И вот она до сих пор стоит и не уходит. Мгм. И я думаю, может, с ней Да. сейчас что-то случится? А Ну, в ты... смысле, что это к ответу на твой Мгм. вопрос. Мгм. Какое самое первое ощущение отделения ты можешь вспомнить? Ну, я вот в нее, скажем, шагнула, и меня просто, ну, тянет наверх, да, вот как Мгм. по трубе, Тянет. Что как на происходит лифте. с твоим восприятием вокруг? Ну, ты просто как на лифте поднимаешься на Мгм. высоком и скоростном. Вот это вот, вот это все знают, это ощущение. Вот оно точно такое же. Мгм. Это есть какие-то еще ощущения, расширения, растворения, Нет, пока трансформация? я просто вот Мгм. как есть в этом же ощущении тела поднимаюсь на лифте. Сейчас я Мгм. вышла на каком-то этаже, Да. но конкретно здесь надо понимать, что за этаж. Не знаю, сейчас выглядит какая-то пещера большая, в ней подсветка. То есть какой-то свет вот ты видишь или В какой-то ней туннель? подсветка темная, ну, как это вот пещера, Мгм. М. свод, как Мгм. подземный переход такой Мгм. вот. И подсветка, словно стены темные, а подсветка какая-то бирюзовая. И какой-то здесь мужчина, ей знакомый. Знакомый. Очень, ну как это скажем, какой-то близкий персонаж, тоже в таких же одеждах средневековой Европы. Мгм.
Он вот ее здесь встретил, она так типа не понимает. Она его Она знает. узнала, да, Мгм. его, но она не понимает в смысле, что она тут делает. Он ее ожидал. Мгм. Спрашиваю. А скажи ей, чтобы она дотронулась до этого мужчины. Или она считывает какое-то родство с ним? Но это был ее знакомый Мгм. по жизни, вот той персонаж. Но сейчас, когда ты спросил, на мгновение стало ну, показалось, что это оболочка от него, а внутри какая-то сущность. Это сущность. Мгм. Низкого причем, Мгм. низковибрационная Эта какая-то. сущность, она как-то считала от нее Что вибрации, связанные с ним. она знала, Она условно, знала, какую маску надеть. мгм, ясно. То есть она, по всей вероятности, считала с нее, кто Это мог. все готово было. Ну, Все готово. условно, уже ждали конкретно ее, значит, конкретно такой вид надо принять. И тут какой-то... А почему такой тоннель? Тут вот река какая-то, мостик. Почему именно этот? Это как-то что-то с ситуацией из жизни было связано. То есть с этим человеком Вот это необычное помещение и человек, что-то. Ну, в смысле, с человеком она какой-то период времени в жизни провела. Я имею в виду необычная же вот эта ситуация, туннель, вода, что-то это было. Или куда мы сейчас идем? Что это вообще показывает? Поднимаемся по лестнице какой-то и уже, в этой пещере, да? ну, зашли в какую-то дверьку, поднимаемся по лестнице, Мгм. узкой какой-то. Женщина все еще в недоумении, скажем так. Но Мгм. она верит ему и просто поднимается. Тут уже много людей поднимается по этой Он рядом лестнице. с ней, Мгм, она за ним. то есть он ее сопровождает, да? Тут какая-то ситуация проигрывается. А что А, это за люди это какая-то проигрывается ситуация. из жизни? Это какой-то стрёмный момент какой-то, то ли осада города, то ли что-то, и все вот поднимаются. Да, это какая-то осада замка какого-то. И они вот словно сбегались в этот замок, прятались, чтобы быть в безопасности. Здесь вот ощущение опасности, это, скорее всего, момент из жизни. И, То самые эмоциональные ну, вот моменты? какой-то волнительный, да, момент, который был. Что происходит дальше? А здесь его убьют. Мгм. То есть ей показывают, Его как это, как стрела это, попала в него, мгм, как это все и происходило. она рыдает. Мгм. Она рыдает, ее оттаскивает, Мгм. а он лежит со стрелой в груди. Мгм. То есть это проигрываются вот еще раз какие-то моменты эмоциональные. То есть показывают большую связь, да, с ним. Что-то здесь сейчас, ну, я не знаю, что это будет, может, какой-то, давай посмотрим, что будет, может, Мгм. поворотный момент условно или что-то такое в Да, жизни. продвигайся дальше. Она здесь как-то озлобилась условно на жизнь после того, как его убили.
какое-то решение принимает быть условно жестокой или какой-то такой. Мстительной. Ну, условно: "Ах, вы так, а я тогда вот как". Мгм, Ну, то есть мгм. такой была спокойная, так условно Какое-то принимающая, такая изменение в плавная, а тут у нее вот этот эмоциональный момент как переломный в жизни был. От этого она становится более жесткой и, как это скажем, гадкой, Мгм. противной такой. Меняются энергии у нее, да? Ну, меняется все. Частоты. Частоты меняются. Продвигайся. Она теперь становится жестокой по отношению к своим слугам. Всех там условно побить без проблем, там наказать какими-то розгами там, и Мгм, упивается в этом. Ну, условно, вот кого-то, какую-то служанку, горничную какую-то, она в каком-то замке, лупят при ней розгами за какой-то невинный поступок, а она сидит и вино в кресле пьет и мгм. ржет, кайфует. Удовольствие получает от этого, да? Да, и ее уже вид такой весь м, А посмотри, что... ш- потрепанный, никакой не миленький, ухоженный, как раньше. Она Мгм. такая уже, ну, с тех пор прошло лет 15, наверное, она уже такая баба. А посмотри, есть какая-то сущность за ней. Да, Мгм. вот та, И, которая и эта была сущность... в мужчине в том. Мгм. То есть ждут как раз... А эта сущность вошла в нее тогда, когда... Эта сущность была в ней, как это скажем, перед воплощением на договор был, на Мгм, вот эту вот ситуацию, на проявление и непроявление жестокости, на милосердие, как бы. И мгм. она вот в тот переломный момент, который тоже был запланирован, словно не Вошла. прошла этот урок. Нет, она просто рядом А, всю жизнь стояла. И мгм. типа это был запланированный такой, ну типа, как ты Тест, поступишь? экзамен, Да. да. Мгм. И она пошла вот по другому пути развития, и теперь он все время с ней рядом стоит, условно, и тоже кайфует вместе с ней от этого страданий подчиненных. Продвигайся дальше. Есть какой-нибудь момент, когда проблеск света появляется? Она все время пьяна. Давай посмотрим. Есть и к детям у нее пока еще такое трепетное отношение не к своим. Просто когда там проблеск света есть, да, когда она видит какого-нибудь малыша. У Я нее о такое том, милое. она сейчас пока видит вспоминания свои. Да, да, она Мгм, пока мгм, вспоминает свою жизнь. И мгм. как она вот так и жила. Сейчас давай посмотрим до какого-нибудь следующего важного момента. Ой, ну она до старости дожила. Мгм. То она старуха, но все еще как-то аж прям руки в крови. Ну, то есть такая Мгм. была до конца. Все, умерла на кровати. То есть это ей Все показались. плюнули прям слуги в ее кровать. Мгм. Продвигайся, когда она выходит, и еще в туннель она попадает. Ну вот открылся Мгм, наверх мгм, канал. мгм. Проблеск света виден? Или он... М, Туннель Мгм. наверх, как бы. Да, он световой, но он темный, потому что, скажем, а и она, ну, не черный полностью, Ну, потому потому что что она ее, такая, она энергия такая, да. ее. То есть для нее, возможно, это очень светлый, да?
Он возникает постепенно, как восход солнца, или мгновенно, Мгновенно. как вспышка, да? Да, вот она умерла, открылся и А вот. каковы качества этого туннеля? Как будто бы он создается, скажем, сразу, ну, Сразу. автоматически Это как-то. какой-то вихрь или какой-то Нет, для коридор? меня это вот Труба, ровный да? тоннель, труба. Мгм. Это конус или вообще это Просто такая труба труба? наверх. Мгм. И что, труба? Мгм. Есть Ага. какой-то цвет, кроме этого, А теперь вот уже совет. совет уже. Мгм. Мгм. Это белое пространство, Мгм. светлое здесь пространство, как обычно описывают стол, и сидят какие-то А сущности. встречала она кого-нибудь, когда продвигалась? Нет, она сразу вот перешла в эту, по Туннель тоннелю, в это эту было длинный какой-то или не совсем длинный? не Она... очень длинная Мгм. у Мгм. нее было. И она Мгм. пока еще условно с таким сознанием старухи, это Мгм. еще не облекла свой полностью Сознание или... сознание Мгм. бесконечное, в смысле. Мгм. То есть она в таком еще... Мозгами думает, как старуха. Мгм. Да. Опиши дальше, что происходит. Какое-то светлое помещение, да? Помещение светлое, но я Какой-то зал. туда, ну да, такой как зал, но я туда, как бы скажем, не могу полностью проникнуть. Я хочу, чтобы меня не видели. А на счете три. Ты невидима, неосязаема. Один, два, три. Опиши. Она сама подходит. Ну вот я вижу этого персонажа, с которым она была в контакте, и условно Мгм. они уже вдвоем так. Он как скажем, учитель, она как этот, ну типа, Мгм. ну вот мой ученик, вот мы Да. прошли эту жизнь, и она уже тут такая, уже просыпается сознание о том, что Мгм. это все было урок, процесс изучения и типа не пройден. Какие, посмотри, что за существа, что за люди это, существа какие-то, какие-то сущности. Ну вот этот стоит в своем естественном виде. Мгм. М, То есть в своем естественном Ну, закамуфлированном виде, да? ну, в Одетый. смысле, сейчас кто это, я не могу его считать, кто он, потому что я все равно как со стороны наблюдаю. Ну, какой-то представитель темных нижних, высокопоставленный Мгм. довольно-таки, но не очень известный, как То есть какой-то это демон что, какой-то какой-то. стол? Это, ну, стол, и они вот так сидят. Сколько Уже, их там? Посчитай, сколько их за столом находится. ну, штук 5 их. Они выглядят Они выглядят как старцы все, как старцы. да. Как одеты они. Ну, все как эти, как борода, это и какие-то условно белые сутаны какие-то Белые такие. сутаны, да. Ну, в чем-то таком позитивном, как бы. На столе какая-то скатерть, какие-то еще Как бумаги с ручками. бумаги. Знаешь, как Протоколы, дело ведут, да. да, дело, да. Как происходит, что за... Представляет, да, эта Ну, сущность представляет своего ученика. ага. Она Дальше. уже осознает, что это все было
игра, скажем так, и она не прошла этот Мгм. урок. Уже такое сожаление, уже обладает мыслями большими, в смысле глобальными, что она не старуха уже, думает не старухой уже, а бесконечностью своей. Мгм. Мгм. Ах, ну, и тут один условно главный и говорит ей, не говорит даже как-то, а обращается, но бессловно, наверное. И что он говорит? То и говорит, что типа, ну понимаешь, вот тут-то косяк, ну да, косяк. Вся жизнь косяк, да? Ну что вот в Сплошной. этой ситуации не так, это не так. Давай более четко, что-то я тут Хорошо, на счете 3 думаю. ты четко читаешь, что постановляет вот этот главный судья. Он хочет ей предложить еще раз и предлагает еще раз. Попробовать исправить, да? Ну да, еще раз. Остальные мне интересно, что. Ну, здесь представители, да, мне кажется, разных сущностей, скажем так, которые могут работать на Земле, но в ней никто не нуждается. Условно, вот я вижу спрут, и он здесь условно не нужен, бездействует, не Активно, заинтересован, не активно не... клиент, да. Он не Это, то будет есть, подцепляться к ней, мгм. нету такой цели. Вот она опять будет сотрудничать с этим нижним. То есть это как раз судьи те, которые заинтересованы в том или ином Те, этим. которые имеют право работать на земле Мгм. с людьми, вот они здесь и сидят. И как бы кто и с этим конкретно персонажем Мгм. работает вот этот уже, который и работал. Ее еще раз будут отправлять на землю. А есть какая-то после этого какое-то действие? После этого суда что происходит Давай посмотрим, что с будет этой... после суда. Посмотри, считай на счете 3, сколько энергии негативной у нее за за эту инкарнацию накопилось. Много, огромный мешочище. Ну, в процентах. Ну, цифра 80 была. Я не знаю в процентах относительно чего это вообще. 80 чего? 80%? Ну, потому что она очень жестокая была. И ей еще предлагают И вот возможность исправить. не исправить, а переиграть. Но Пере... здесь еще никто не собирается условно ее этот мешочек негативной энергии забирать, очищать. И здесь такой, как бы, я чувствую, как подвох, не подвох, как бы вот, ну, условно, никто ей не говорит о том, что можешь свой мешочек оставить, можешь вообще в это не играть. Ей Мгм. это никто не предлагает, а типа, ну, ты ж понимаешь, надо же ж. И она с этим рюкзаком негативной кармы, как бы, и пойдет дальше, вот, и А тащится в как этот таком. мешок образовался? Он был при ней все время, когда она зашла? Ну, вот когда ты спросил Мгм. обратить на это внимание, я Абсолютно уже вижу, сформировался. что Мгм. Мгм. она с этим, не знаю, с условным смешком через плечо вот от этого негативной кармы. И она его может оставить, но ей об этом никто не говорит. Мгм. И она так уже так, ну, удрученно, скажем так. Она берет какой-то контракт, какое-то соглашение. Она идет в какой-то зал, где Мгм. куча народу, вот таких же, С которые хотят рюкзаками, пойти да? кто как, кто налегке и навеселе.
кто с рюкзаками. Это зал, где вот ты, наверное, выбираешь себе следующую жизнь. И там Мгм, мгм. у меня это представляется как у нас ты в банк пришел, возьми, условно, возьми талончик, пойди на обслуживание, там что-то, ну, такое все, Ожидай очередь. твою очередь, да? Вот она сейчас просто сидит такая удрученная и грустная с этим рюкзаком. И, и подожди, у меня здесь появилась какая-то светлая сущность, которая ей шепчет, что можно, как ты знаешь, И по-другому. оставить рюкзак, да. Кто эта сущность? Я его как, ну, настоящий свет рассматриваю, что, Мгм, ну, мгм. выглядит как какой-нибудь там тоже дедушка. Он имеет какую-то связь с ней, М-м, родственную, м-м, м-м. Больше похож как на работника зала, знаешь, такого но, этого, что он здесь сидит и помогает вот так вот как-то. но она не воспринимает это, да? Сейчас узнаем. Он ее жалеет, она плачет, потому что до этого к ней Никто не м, подходил, да? ну, как бы все так было сухо, как на экзамене экзаменаторы. Сейчас он ее жалеет, она тает, скажем так, ну, Мгм. оттаивает. Успокаивается. Что дальше происходит? А тут диалог происходит между этим старцем, скажем, и ее учителем, который до сих пор рядом стоит, ну, тем М. темным учителем. Он не отходит от него, да? Не отходит. И этот старец говорит, типа, вы же понимаете, что ей нужно условно отдохнуть, ей нужно, ну, восстановиться. Он настаивает на том, что ей нужно отдохнуть, а не прямо сейчас прыгать в следующее воплощение. И настаивает, что она пойдет с ним. А потом, через некоторое время вы, ну, типа, заберете ее. Они уходят с ним. Ну, она уходит с этим, с Мгм. беленьким. Уходит А куда? сейчас, а этот такой, типа, раздосадован, типа, блин, сорвалось. Но Мгм. ничего, он все равно условно спокоен, потому что она обязана будет вернуться к нему, но через некоторое время. Куда же они пошли? Я сейчас ощущаю, ну, они идут, и это пространство такое, как в облаке идешь, в густом тумане, в облаке, в мягком. Что за вибрации? Высокие. Высокие. Здесь хорошо. Какое это измерение? Ну, мне кажется, ну, что, не знаю, мне 6 было. Мгм. Это какое-то пространство. Ну, здесь ничего нет, кроме вот обволакивающего этого Мгм. мягкого пространства, чтобы отдохнуть, вот именно отдохнуть. Что происходит с ней в этом пространстве? Что с собой представляет этот отдых? Знаешь, больше похоже на когда ты после там напряженного неделю-другую работал усиленно работал, у тебя мозги завернулись, а уже кипят там, скажем, а тут у тебя просто ничего. Ну, и ты кайфуешь от того, что
ничего не происходит. Ты просто, ну, как это скажем, очищаешь, обнуляешься. Каким образом очищаешься, обнуляешься? Это просто Ну, вот этот вибрации липкий, увеличив, скажем, туманчик, он такой милый, волакивающий, и что он делает? убаюкивающий, очищающий, нету никаких ожиданий, не... И здесь они вот восстанавливаются, пока тебе самому чего-то не захочется. Вот они в этом пространстве, душа, скажем, может находиться сколько хочешь, пока ей импульс не появится, что она чего-то хочет. То есть Импульс изнутри или внутренний у снаружи? души. Мгм. Она вот здесь вот будет находиться, пока она не отдохнет. Знаешь, вот когда ты, наконец, твой долгожданный отпуск, и ты первое там Мгм. время ничего не делаешь, вот совсем ничего, просто ешь, сидишь, и потом у тебя уже хочется даже какой-то любой внутренний импульс, хоть убраться, хоть порисовать. То есть и вот здесь, вот в этом пространстве она будет ждать, пока она отдохнет максимально, и пока ей внутри чего-нибудь не захочется. Как-то меняется внутренний мир ее состояние, ее вибрационной составляющие за этот период. Сейчас будем смотреть. Сначала она вот легла и плачет от того, что нету поддержки, что она здесь одна, от собственной никчемности. Тут все идет, какие-то такие идут эти эмоции. Тут находятся поддерживающие души и просто даже сторонние, которые могут с ней говорить. О чем они разговаривают? Ни о чем. Когда вот просто ни о чем, опять же, только что, ну, как это, с целью. Ну, подошла вот тут Мгм. какая-то женская, видно, сущность, суть, и просто ее вот так вот гладит по Эт плечу. Это суть или какая-то душа Это какая-то душа, в какой-то таком вот. же состоянии, как и она? Она уже не в таком, она уже в, условно, более продвинутом, уже Мгм. осозналась, Мгм. уже Дольше это. она здесь находилась? Да, это видно, что какая-то мне такая полная женщина такая рисуется. И они вот так условно подружились, Мгм. и это Имеет находит какую-то поддержку. Они здесь гуляют, я смотрю, что-то типа на имеет ли качельке эта душа качаются. какое-то отношение к ней? То есть Ответ нет, скорее, было? нет. Нет, это просто здесь же, в этом пространстве. Я сейчас просматриваю, что здесь есть Мгм. пространство для прогулок. Да. Вот в этом тумане, скажем, вырисовываются и какие-то дорожки, все там и зелененькое что-то, и качельки. Это просто такое Это место есть для или они отдыха. сами создают вот это? Это есть. Мгм. Это есть, но оно все равно в этом белом тумане, скажем. Но оно просматривается. За плотными стенами этого тумана просматриваются дальше большие пространства. То она вот все это время сидела, скажем, в одном уголочке, а сейчас я вижу дальше, что можно, ну, далеко пойти, и там находятся какие-то даже здания, куда ты можешь пойти. И сколько она времени здесь провела? Подожди, меня относится сюда. Куда? Меня выше куда-то понесло.
Почему меня сюда понесло? По ощущениям, я сейчас, я не знаю, в каком именно я, почему, ну, кого это меня понесло, потому что она там осталась лежать на этом проходном этаже, скажем так. А сейчас я почему-то поднялась выше на другие Мгм. уровни и пытаюсь, наверное, как-то найти ее высшее я или что-то такое. Мгм. Продвигайся. Но я на более высоком уровне Да. сейчас, и ну вот меня интересует высшее я ее, и почему-то я даже себя им сейчас ощущаю уже. Так, Все равно здесь почему-то все в тумане, но это выше пространства. так. Почему все в тумане? Чтобы я не все видела. А теперь на счете 3 туман рассеивается. Один, два, три. Что ты визуализируешь? Но я хожу по какому-то пространству. Туман, когда ты сказал рассеиваться, ты сказал, было больше сказано, чтобы меня лучше здесь не видели, поэтому туман. События ускоряются на счете 3. Один, два, три. Что происходит? Знаешь, это, наверное, сейчас, это, наверное, может и ее, скажем, м, условно возврат. Ну, она-то там все и равно то тем кусочком души лежит в той больничке, скажем. А может, она вернулась сюда, ну, на свой этот более высокий уровень посмотреть, Или общаться? ну, домой, скажем. Да, да. Потому что она здесь вот ходит, ну, ходит по, по пространству, но Ищет? скорее вспоминает. Тут какие-то двери открывает, тут заглянет, там заглянет. Ищет себя, да? Просто когда как это, знаешь, в дом своего детства приедь, ты тоже Мгм. будешь там ходить и что-то везде все лазить. Кого-то родного встретила, обнимается, типа мама там или что-то такое. Ну, это в виде энергии все. Мгм. То есть это образ, который более для нее понятен, ясен, Она да? узнала, ну, просто такая, сразу вот я видела, раз подошли, начали обниматься, То и есть, я ощущаю, что посмотри, это это ее мама. высшее я. Да, мне кажется, это ее высшее я. Мгм, мгм. Что происходит при встрече? Как это скажем, радость от наконец-то я тебя встретила, там что-нибудь такое. Мгм. Ну, та ее так, типа, пожалела, но понимает, что она здесь ненадолго, то есть не Мгм. будет сейчас тут оставаться, а что сейчас условно погуляет и уйдет. Вернется. Мгм. Какую-то прыгнула в какой-то бассейн, который ей придал энергии. Мгм. Мгм. То есть Так. это образно показывает, что заряжается энергия от своего высшего я. Все, она уже, как это Готова скажем, к возвращению. другая. Да, Мгм. она уже другая, уже более наполнена, радостная, довольная, скажем так, уже веселится. Ну как? Ну, кружится в радостном состоянии.
И уже сама может возвращаться ну, в туда, на уровень пониже, где то тело, ну как тело, где-то кусочек души лежит. Сейчас еще тут побегает, полазит. Вернулась в тот, соединилась с тем кусочком, который там лежал на том этом. И ощущает уже себя. Вот тот самый импульс появился, о котором я говорила. Мгм. И теперь ей уже хочется. Хочется продолжить. Хочется что-нибудь уже, хочется. Если до этого Хочется. ей ничего не хотелось, то сейчас уже хочется. Хочется продолжить, хочется снова. Мгм. И она снова подошла, наверное, к тому дедушке. Мгм. Да. Идет какое-то общение. Ну и говорит, что хочет уже дальше продолжать. Она молодой вообще дух, поэтому, скажем, частые такие воплощения. Мгм. Прогулки такие, да? Имею в виду частые воплощения на Земле, потому Да. что молодой дух и больше опыта хочется поиметь. Мгм. По тех, кто постарше, то по Реже. поменьше, да, поменьше. Мгм. Мне вот, ладно, и они вот как все, возвращаются в ту комнату. Где большая очередь, да? Мгм. Где оставили, скажем, тогда того. И тут Мгм. как и вот этот уже стоит тот ее учитель, который. А где Духовный наставник? ну, духовный наставник из темных, Да. потому что урок-то не про Эден. Мне интересно, что стало с рюкзаком. Давай рассмотрим подробнее, куда делась эта негативная карма. Задай, пожалуйста, четко вопросик. На счете 3 ты четко видишь, где, в каком моменте этот мешочек с темной энергией остался, преобразовался или Мгм. исчез. Один, два, Мешочек три с темной энергией закончился, скажем так, но в договоре появилось много новых подпунктов, да? пунктов. Да, вот прям Пунктов еще даже. на пару страниц пунктов того событийного ряда, которые должны быть пройдены, Эти пункты ситуативные. образовались из-за того, что исчез Да, ну то из есть мешка. Они э, превратились в они пункты. были пересмотрены, и кармические узелки взаимодействия с каждым из больших вот каких-то там ситуативных моментов из той жизни, они вот сейчас будут, и она и понимает, и пытается запомнить, что опять будут эти, ну, такие какие-то ситуации, где она должна эм, вести себя, скажем, не, выбрать благородство, скажем, что вот эти некоторые моменты опять прописаны, как будет у тебя контакт там с тем-то, тем-то человеком, и ну, условно, выбрать надо добро. И много-много у него пунктов появилось из-за этого. Очень Мгм. много там, ну, не знаю, 15-20 у нее таких появилось дополнительных пунктов из-за такой вот, э, ну, из-за такой жизни. Дальше, хоть они уже и торопятся, но меня еще интересует момент, почему она попала сюда. Ну, то есть я до этого видела еще, ну, почему, скажем, сюда некоторые, скажем, чистилища в другом под землю, почему она не пошла с таким грузом.
Понимаешь, о чем я? То Да, есть я можно понимаю. же пойти же вниз и там вот обдумывать свою жизнь. Мгм, Почему мгм. она пошла сюда? А на счете 3 тебе придет ответ. Один, 2, 3. Потому что душа изначально это светлая и выбирала себе развитие по светлому пути. Все же. А вниз идут немножечко другие ситуации, Мгм. которые немножко другой путь развития выбирают. Это уровень, это тот самый низ рая? Это понятия ни о чем. Несовме Не, несовместимы, да? ну, в смысле, эти понятия рай, я имею в виду, и ад, они Условные. очень условные, и они, ну, тут не налепишь это слово на какое-то Мгм. конкретное здесь место. Вот, вниз идут какие-то другие, короче, души, которые выбирают развитие по другому способу, что ли. А эта душа сейчас развивается вот так, поэтому ее потянуло наверх, и она еще и маловато, чтобы так идти вниз, иначе она там может, ну, надолго застрять очень. Мгм. А это было бы губительно для души. А теперь насчет ты скажешь, как определяется вот этот уровень? Светлый или темный? Один, 2, 3. Это лучше посмотреть, где конкретно для нее было назначен. Как будто есть какой-то другое место. Это я опять хочу туда пойти, где мы На были. счете 3 мы возвращаемся в то самое место, и определяется тот путь ее изначальный. Один, Мгм. 2, 3. Там, где мы вот ходили в ее дом, ну, на ее родном этаже, скажем так, Мгм. Да. там как будто бы всем все предельно ясно, и тоже есть кто-то вот, кто, ну, назначает более опытный какой-то суть, которая посоветует и говорит, знает, как конкретной душе развиваться. Ей пока была выбрана вот такая программа пока по светлому, потому что она очень молодой дух, и это если ей сразу дать взаимодействовать, ну, скажем так, пытаться вот эти больше темных энергий перебороть в себе, то она не осилит, опыта нету, поэтому она будет пока возвращаться все время сюда и условно взаимодействовать только вот с одним темным в течение жизни. Мгм. Потому и тот интерес этих сущностей к ней. Не интересен, да? Ты про Да, это? Да. потому что мало энергии она производит светлой, энергии, да, можно с нее. Нет, я бы так не сказала. Да, Она а как? просто не... Ну, как здесь все на... энергии, как бы ну, условно, ей назначено пока вот Да, с этим учиться, ясно. потому что она молодая, иначе не вытащит. Просто Хорошо, и загубится, скажем. хорошо, Марина. Поэтому какая-то система саморегулируемая, скажем, Мгм, самоотслеживаемая, чтобы не лезли. А если будет кто-то лезть, это будет считаться уже не, ну, вне плана. И так нельзя. мгм. Может быть А посмотри, наказан. какой уровень уже определяет возможность другого пути исследования. На счете 3. Один, 2, 3. Сколько нужно инкарнаций, сколько нужно опыта, чтобы
Инкарнации нету такого, что условно 10 раз побывал. Вот, ну, ты Мгм. вот видишь, она же завалила целую инкарнацию, скажем так. То есть ей нужно просто к определенный уровень опыта, да? Да, да, Вне пока ты, зависимости от количества. да, не поймешь до чего-то там, не Мгм. дойдешь, не выберешь правильное какое-то решение в жизни, в этом погружении, как бы считай, будешь проходить эти уроки столько раз, сколько надо. Она очень маленькая. Для меня она воспринимается, как, знаешь, как девочка-второклассница какая-то. Ну, в смысле, молодая душа. Так, и что, мы возвращаемся обратно к ней в этот зал? Да. Что происходит дальше? У этого вот куратора ее из Нижних, у Мгм. нее уже, у него это весь Контракт. план А, инкарнация. жизненный, да, Да. весь уже жизненный план, и он ее как учитель, она с ним нормально, условно, не боится ничего, вот стоит Мгм. и Как она соглашается? Каково действие? Что она делает? Говорит об этом? Какой-то какой-то оно свой какое-то само собой разумеющееся То есть все. она дала согласие просто, Вот ей там сверху тот, скажем, наставник выбрал, посоветовал такой путь. Она сказала там, ну, согласилась с тем путем. Вот этот совет назначил ей в помощь вот этого нижнего мгм, темного. И все оно так на согласии, на понимании, на да. мгм. Как Само собой все как разумеется. происходит тот момент, когда она уже перешагивает? Выбор, подожди, здесь еще выбор все-таки есть тело в семьи. Это записано в контракте? Нет, нет, вот сейчас они стоят и как Мгм. условно перед... Давай, я сбоку смотрю на эти Да. экранчики, хочу спереди посмотреть, почему-то не вижу спереди, не могу Передв вперед подойти. Передвигайся на счете 3 вперед. Один, 2, 3. Ты там. Так, меня засосало в один экранчик в плане погружения в ту, ну, в ту М. жизнь. Мгм. То есть ты уже видишь, что должно быть, да? Один из вариантов, какой она. Мгм. Мне здесь не нравится, и ей тоже не нравится. Мгм. Давай выпрыгиваем. Там что-то было очень много На счете 3 ты огня, передвигаешься там, где она выбирает. Один, 2, 3. а здесь что-то беленькое. Мгм. Какие-то солнышко, лес, дорожки, что-то, знаешь, условно ближе к нашему времени, какой-то конец 20 века какой-то. Мгм. Да, ей вот скорее этот вариант больше нравится, чем тот. Там было какое-то средневековье, опять какие-то пожары, какие-то болезни, что-то такое. А она здесь, но здесь тоже, ну, а выбирает больше здесь, потому что сначала здесь было хоть не пожары и не болезни, а все-таки есть солнце, это. Но здесь буллинг в школе, какая-то Мгм. То травля есть все равно детская. есть. Конечно, вот эти тяжелые моменты, которые надо преодолеть. И она из тех, кто скорее она из тех, кто булит как раз. Мгм. Мгм. Вот, ну опять вопрос, будешь ли ты Да, жестокой да. или не будешь ты жестокой. Марина, Давай, на давай, счете подожди, 3. здесь есть момент такой, что, Да. ну, обращают ее внимание, вот посмотри. Ну, вот как я и говорю, вот эта вот ситуация, типа, ну, условно, не будь вот в этой ситуации такой плохой, как можно. Выбери позитивную сторону. Обращают внимание на почему ты такой становишься. У нее то ли родители пьющие, то ли ну, какого-то нету внутри в семье любви. Обращает внимание, что нужно, ну, как-то вот эту вот внутреннюю любовь иметь, свою собственную, но там есть рядом какая-то
то ли тетушка, то ли бабушка, которая, ну, эту любовь может давать. Ну, обращают ее внимание на вот эти моменты, которые, ну, важны будут для становления личности. Вот. Все, можешь меня перед Так. мониторами А поставить обратно, а то я теперь на сейчас счете тут 3. останусь. Поставь Одна- меня перед ты мониторами, пожалуйста. возвращаешься в тот самый момент, когда идет выбор, инкарнация 1, 2, 3. Мгм. Так. Она выбрала, что Да, вот происходит. да. Вот ей все рассказали, она выбрала. Слушай, она прям в этот монитор хочет нырнуть. Мгм. Ну, то есть И это как открытый канальчик такой то есть в то сразу погружение. портал открывается туда, в это. И там она, ну, малышом, в смысле, вот уже можно нырять, Мгм, скоро мгм. рождение. Хорошо, Марина. А теперь на счете 3. Ты просмотри, сколько мониторов? 1, 2, 3. Сколько ей предлагалось? Мониторов здесь вся стена, но Вся стена. разные, Да, разные люди, скажем, стоят. да, Ее мониторы, да. ну вот на два конкретно было обращено, вот, ну, которые мы посмотрели, два. Вот тут еще есть. Ну, давай заглянем. Тут, знаешь, я так просто как голову в бассейн опускаю, а у Мгм, меня мгм. там другая жизнь. Да, я. Это, тут какое-то средневековье раннее. Мгм. Тут тоже есть стрёмные моменты. Она может выбрать Любой из любое этих, из прошлом, из будущего. да, конечно, в любой То есть момент здесь может. нет времени. То есть она Нету. может воплощаться в Мгм. глубокой древности, Да где угодно. Вот где я угодно. что там, Мгм. там вот примерно, если для меня сейчас, для нашей линейной, тут где-то Мгм. век 15, тут где-то век 12, тут А вот есть и 20. 30 Давай. век. На Ей счете не 3. предлагается, потому Не- что там идут другие, как это скажем, сущности Сложности, уровни другие. сложности, да? Другие сущности, с которыми она будет взаимодействовать, Мгм, там мгм. больше этих Тех, техногенных и тех, которые инопланетных. за столом не проявили интерес к ней. Даже как будто еще и тех, которых нет за Мгм. столом, в принципе. То есть там ты То вот есть сейчас не видно было спрашиваешь, их. а я говорю, что условно в 30 веке будут э, какие-то инопланетные сущности, другие космических больше будет, Мгм, которых сейчас нету, и поэтому она с ними не взаимодействует. То есть даже вот 30-х нет. Давай можем посмотреть, наверное, какие ближайшие. 21 век весь предлагается на мгм. выбор, пожалуйста. 22. 22 первое начало только, Начало. дальше нет, потому что вот идет уже влияние каких-то Мгм, других космических энергий. А вот 22 век начала можно себе брать, скажем так, потому что они плюс-минус еще будет функционировать так, только немножко уже по-другому, но некоторым душам не ей можно туда более. Хорошо. Подожди, мне просто идет это. Они более тонкие. Те, которые хотят 22, они более тонкие, не отяжеленные такими вот этим рюкзаком. Нету ой, как интересно, нету низковибрационных эмоций. О, как интересно. То есть, ну, вот этот агрессии, ненависти не нужно Мгм. прорабатывать. А все такое тонкое тут. Как интересно. Вообще Марина, другое. на Да. счете 3 отключаюсь от этого. 1, 2, 3. А А куда теперь, мне деться? Марина, возвращаемся Куда? в начало выхода В из тела, кровать? одной светлой души. А, На счете 3. 1, 2, 3. м, Посмотри, одна светлая душа, которая выходит из своего тела. Что подожди, происходит с ней? пожалуйста, мне непонятен немножко вопрос, потому что это была ведь светлая душа.
И мы ведь рассмотрели сейчас как раз, я тебе говорила, что это светлая душа, у которой Светлая душа, но она неопытная. она На счете неопытная, 3. а тебе нужно светлую Светлая опытную, с которая большим хорошо прошла опытом, свой которая урок. все прошла, свой урок. Ну, На счете хорошо. 3. 1, 2, 3. Давай сейчас найдем сначала такую в моем этом базе знаний. Ну, есть без багажа женщина, которая при родах умирает. Просмотри, что происходит. Она дала жизнь. Она родила Ага. и сама ушла. Да, физическое тело не выдержало. Мгм. У нее такая была программа. Нет, тело чего-то не выдержало. Это Мгм. было как-то внезапное. Так, ну давай поднимаемся. Тоже такой же тоннельчик. Да, посмотри, от цвета А этот он чисто белый. чисто белый, да? Чисто белый тоннель. Без всяких... Так. Ой, мне Дальше, что кажется, она с малышом поднимается. малыш М, тоже? Может, оба умерли, потому что она в руках этого малыша держит. Мгм. Мгм. Смотри. 2 души поднимаются, да? Ну, она вот на руках этого младенчика и держит. Так. За ней нет никаких темных, ну, как бы Мгм. встречает кто ее, она пришла. Наставников, так Ну, вот называемых, да? темных нету наставников, да. Она Да. пришла, мне кажется, что она пришла на тот же уровень, где и находится вот это все остальное, как бы и, как это скажем, переговорная комната, и больничка, и все они где-то Да, то есть здесь же без суда, да? находятся. Но у нее все. У нее есть были какие-то видения, какие-то вспоминания о своей. Нет. Она просто как закончила, вышла, ничего ее нету, Мгм. этих Мгм. ключевых моментов, которые Мгм. нужно. Что происходит дальше с ней? Мне кажется, ее встречают и сразу провожают на ее этаж, скажем, где она живет. Кто Ну, ее вот если мы встречает? туда. Тот же самый, Нет, это другие какие-то, это другой ви уровень? она пришла, скажем, на тот же этаж, Мгм. но ее сразу провожают, потому что здесь все в белом. У нее нету в Мгм. образе никакой примеси темной энергии, ничего. Ее с малышом сразу провожают на ее вот отсюда, с этого этажа провожают на ее там чуть ли не вообще девятый какой там она, на ее родной. Домой сразу. Если мы с той барышней летали, скажем, на минуточку вспомнить туда, напомнить, то это просто сразу туда пошла, потому что она вся, скажем, нету рюкзачка вот этого Мгм. никакого у Мгм. нее. Не надо подумать над собой, не нужно восстановить облик, она пошла. Так а где же мы будем жизнь-то обдумывать и вспоминать? Хорошо. Сейчас мы дойдем где-нибудь вспоминать-то Мгм. жизнь-то мы будем, нет? Хм. Вспоминать это для того, чтобы создать мешок? Нет, я имею в виду, ну, как-то опыт же должен записаться в ее. Оно Мгм. как-то автоматически все происходит. Мгм. А я вот сейчас так вдохнула, и она так вдохнула, и она уже условно превратилась в свою настоящую суть. Мгм. И она уже вот, ну, стала в разы больше, уже большой вот этот вот ангел.
и маленькая девочка-ангелочек Мгм. рядышком по руку ей. И они просто пошли дальше вот, ну, жить сюда, скажем, Мгм. в это пространство. Есть какой-то импульс новый для того, чтобы Нет, воплощаться? нет, нету. Она, ну вот здесь вот от нее веет никаких других эмоций, Мгм. кроме как благодать. Я не знаю, Мгм. как это еще назвать. Она просто сама такая вся благодать. Вот мамка, такая любовь, такое вот Мгм. все от нее вот веет. А где же тот опыт? Она воплощалась, чтобы помочь то ли мужу, то ли какому-то сыну. То есть там нужно было нам на некоторое время кому-то эту любовь подарить. Мгм. Поэтому она воплотилась. Вернуть, да, какие-то Нет, подарить с целью подар поддержать, помочь, иначе там Мгм. кто-то бы не вывез что-то. У Мгм. кого задача была сложная. Это, наверное, мужу надо было вот такая вот любовь и поддержка. Иначе бы он какой-то свой урок без этой любви не прошел, какие-то свои сложные задачи. У нее поэтому была такая короткая подарить его любовь, чтобы он знал, что она есть, в смысле как любовь, и это его было бы опорой в жизни. У нее там муж какой-то очень важный человек, и ему нужна была вот эта позитивная поддержка. И все, она, собственно, сделала свою задачу и ушла, и все. И у нее поэтому не было никаких других задач, поэтому никаких там, не знаю, пунктиков в карме еще где-то ничего не нарисовалось. Она сделала то, что должна была, и вернулась. Это тоже скорее какая-то нетипичная ситуация, когда вот Мгм. чисто как-то ну, из 9 уровня реинкарнировал, Мгм. не, ну, Отправилась в воплотился, Мгм. э, сделала свою задачу, вернулась обратно. Какая-то очень высокая чистая душа это сделала, и все. Хорошо, Марина, а теперь на счете 3 ты мне скажешь, кроме выбора продвижения по этому туннелю светлому вверх, есть какая-нибудь альтернатива? Да, Один, вниз. 2, 3. Можно? Подняться! Подняться вверх. Да. Я не понимаю вопрос тогда. Ну вот мы все тогда поднимаемся Все вверх. должны через этот туннель пройти? Ну вот он формируется, и он тянет. Можно еще вниз. Зависит от твоей программы прохождения уроков. Некоторые Есть идут сразу вниз. есть какие-то другие пути, кроме вверх и вниз, не попадая в этот туннель. Давай посмотрим. На Можно. счете Вот 3, было слово, что можно отказаться и не пойти. на счете 3 ты найдешь такую душу высокую, которая у него свое видение, свое чувство, свои желания. Один, два, три. Вот он покидает свое физическое тело. Какой-то настоятель монастыря какого-то, опять средневековье, Да, и он как-то остается в этом монастыре дальше за ним смотреть. но это другой вариант. Это про души, которые неупокоенные. Ну, это его был осознанный выбор Осознанный остаться выбор. здесь. То Да. есть он здесь решил, а сформировался ли у него тоннель. Его, знаешь, как будто бы вот, так скажем, тоннель открывается, и так типа, ну, пошли, а он такой, не-не, Но я, этот туннель я остается, тут. остается, Нет, закрылся. закрылся. Он такой, я тут. Такие, ну ок, хорошо. Как будто бы, ну, тогда потом увидимся там. Хорошо, Пока продвигайся гуляй. по его
дальнейшей судьбе, этот туннель А когда когда-то, он снова откроется? да, для него, какие должны быть условия? Это его желание, его стремление уйти в другие сферы. То есть кто изначально в этот импульс дает, снизу или Да. сверху? Сейчас, пока мы тут бродим по своему этому монастырю, и уже совсем монастырь в руинах, и тогда он посылает какой-то импульс. Ну, это чистая душа, видишь? Он М. в здравом условно рассудке, он адекватен, он понимает, ну, условно его тут никто не водит, То не есть у играет него с ним нет игр. духовных Нижних вот учителей. Да, каких-нибудь, которые бы обводили его вокруг пальца. Он вот здесь все осознанно на руинах уже просто этого монастыря, условно присматривать незачем, и он такой импульс типа, ну все, можете открывать. да, И тогда опять формируется этот туннель. тоннель, и он проходит вот так же по нему, его теперь засасывает наверх. Мгм. На Там все его тот же же этаж. тот же высокий этаж, да? Не высокий, а вот это условно средний, где М. проходной двор этот. Проходной двор, да. Он С- опять попал на этот же уровень, ну, как и все. Ну, суда там нету, да? Вот тут тоже Мешочка все, у него нет мешочка. Тут тоже, как и с той барышни, какое-то автоматическое понимание ситуации, то есть вещей, опыт. да. Мгм. Но ему нужно, назовем это, в душ. То есть его никто не собирается оценивать как-то его жизнь. Оно автоматически понятно всем, что он Там себе режиссер, хороший, да? что у него нет этих стрёмных моментов, но ему Мгм. нужно в душ почему-то ему нужно как-то, потому что он Стр- иссяк, Стряхнуть с себя и и иссяк уже как наполниться. бы. Да-да-да, вот ему хочется очиститься и наполниться. Это Да. тоже где-то здесь. А Это посмотри, где-то что за здесь. душ, что за энергия там течет. Он потому что не смог бы пройти выше, понимаешь? Мгм. Подняться выше ему надо было Отпечатки бы. еще остались земных похождений его, да? Ведь да, вот та женщина была настолько чистой и светлой, что она без всякого условно душа могла подняться сразу на 9 этаж. Мгм. А ему нужно было бы вот это очищение и наполнение. Он просто в какую-то условно еще одну комнату зашел, где как похоже, как мы делаем, вот это вот Мгм. напитаться, очиститься, вот. Что за энергия течет в этом? А это по запросу. Говорю, очень похоже, как обычно, типа дай мне, ну, он как импульсный запрос на Мгм. Это в виде очищение и воды энергия или в восстановление. виде или такая Поток, поток? как вот Мгм, мгм. энергетически его промывает, А что за наполняет, вибрации у этого очищает. потока? Это абсолютный поток? Да. Мгм. Хорошо. Ну А вот он какой все, теперь вышел, выходит оттуда, стал больше, стал Мгм. светиться, стал насыщенным. Он И поднимается на свой уровень? он готов, да, подниматься к себе домой. Какой его уровень? Не пойму, то ли 9, то ли 8. Почему-то на 9 рано, скорее 8. Мгм. Хорошо. Хорошо, Марина. Значит, Барышня была с 9, он с 8. хорошо. Отключись от этой ситуации. Один, два, три. Давай. А теперь на счете 3 находишь такую душу, которая проходит через этот туннель, подходит к этому суду и говорит им: «Я вас не признаю и не хочу с вами ни о чем
общаться. На счете 3. 1, 2, 3. Тут хочется как-то условно немножко, ну, я вижу какую-то женщину, тоже какая-то склочная, такая, Мгм. как это скажем, противная. Ну, такую Даже, соседку себе не захочешь. Ну, такая вот, везде есть дело. Ну, то есть она и тут продолжает дальше также взаимодействовать. да, И тут их тоже начинает там. даже с высшим судом. Да, Да. И слушай, но они такие типа, ну ок, но она не может отсюда никуда уйти, потому что она по вибрациям не соответствует не каким. соответствует, она выше не может пройти, физически выше не Мгм, может мгм. пройти. Что она И делает? она болтается на этом этаже. Она Всем болтается. надоедает, да? Ну, все здесь настолько понимающие, что ли. Каждый занят своим делом, то есть здесь, ну, болтается, как бы, ну, как-то все к этому позитивно настроены, и сколько она здесь будет болтаться. Но интерес у тех, кто за столом, Нет, ну нет, так нет нет, такого. так нет. Нет, Мгм. так нет. Ну, то есть, потому что, кажется, отсюда деваться-то некуда. Ты рано или поздно м, Попросишь что-то, попросишь сам, у да, кого-то пожалуйста. что-то. И нету здесь типа, ну ты у меня еще попросишь. Нет, здесь какое-то такое, нет, так нет, ё-моё, проблем-то нет. И она вот здесь вот сколько будет болтаться, интересно, эта То бабка, есть твоя тетка. воля– закон, да? Да, она просто, ну, почему все так спокойны? Потому что она выше не пройдет однозначно, ну, потому что не соответствует вибрациями. А, воплотиться она может, воплотиться она может куда-то. А, эта возможность у нее есть впрыгнуть куда-то в какой-нибудь открытый для кого-то другого портальчик, прикинь. Но посмотри, у нее есть какой-то багаж, какой-то мешочек с Слушай, ним. пока она в этом образе, которым закончила жизнь. Мгм. Мне кажется, по аналогии с той первой, отделение, условно, разделение себя на сущность и багаж произойдет после совета. Пока она вот такая же мерзкая противная тетка, ну, которая бла-бла-бла-бла-бла, которая была в жизни. И пока она вот в этом образе ходит, разделение на вот условно нормальная сущность, суть с рюкзачком этих негативных ситуаций, она произойдет чуть-чуть позже. Ну, в смысле, после разговора на том суде. Давай посмотрим, сколько она тут болтаться будет. Болтается, болтается. Тут посидела, там посидела. Так он тут болтается, а тут нету ни времени, ничего, как бы. Много таких, как она. Ну, вот еще кто-то к ней подсел, они где-то там. Слушай, как будто бы можно, ну, то есть, условно, они могут себе, тут есть такое место, где ты моделировать себе можешь реальность, которая тебе как бы привычна. То есть, понимаешь? Да. То есть это, Создаешь себе. да, и просто С- вот она сейчас сидит под каким-то мостом, курит. Ну, явно, что там нету этого пространства. И к ней Мгм. подходит какой-то парень такой Дай же прикурить, да? стрёмный с бутылкой. То есть они как-то сошлись по энергетическому своему видению э, место, смоделировали себе похожее по частоте, и вот сидят вместе, вот там курят и пьют то это. И можно ж сидеть так до бесконечности. Слушай, и ты имеешь право сидеть так до бесконечности. Потому что времени здесь нету, вообще нет этого понятия времени. И когда-то, ну, давай посмотрим, наскучит, а для нее время условно есть.
ей и поорать не на кого, потому что здесь все, ну, скажем, как это, не цепляются, не Нету сколачиваться с ней. повода. Да-да-да, все какие-то такие, ну ок, ну хорошо, и никто и не с кем зацепиться. И ей уже сидеть под этим мостом надоедает. И и она потом все равно сама приходит на этот совет. Типа, давайте, я готова. Как-нибудь организуем по-другому мою. Я готова, говорит, на Я созрела, да? просмотр, да. Она, по-моему, ну, в моем понимании, она здесь, ну, очень много времени по нашим годам. Она здесь, что мне вот 300 чуть ли, ну, болталась вот в этом пространстве. Чуть ли не 300 лет, скажем, по нашему такому Мгм. пониманию болтала, но всем нормально от этого. И она сама робко постучалась в ту этот, в дверки и попросила пересмотр своей жизни. Готова, говорит. Хорошо, Марина. А теперь на счете 3 отключись от этого. Один, два, три. А теперь на счете 3 найди такую душ, которая после того, как она отдохнула, она не захотела со своим куратором идти. Она просто решила сама выбирать себе инкарнацию, программу инкарнации. На счете 3. Один, два, три. Сейчас тут немножечко в твоих словах какая-то идет, ну, неточность. Мгм. Импульс изначально, когда они, скажем, дома, идет импульс оттуда на прохождение какого-то Мгм. опыта. Ну, потом, соответственно, назначается куратор, который бы помог этот опыт получить. И ты хочешь такое, ну вот чтобы вот как, например, по аналогии с Мгм. первой, чтобы уже в моменте сказала, я передумала, да, Да, и пойду второй раз. я пойду своим путем. Ну, не пойду второй раз в эту же ситуацию, да, Да, что-нибудь такое. да. Ну, давай, отправь меня тогда еще На раз. счете 3 ты попадаешь в тот самый момент, когда душа, такая душа решает, ну, решить для себя, что ей нужно испытывать. Один, два, три. Мальчик. Мгм. Мальчик пришел. Разочарован мальчик. Разочарован. Разочарован, ну, в жизни разочарован мальчик лет 15. Мгм. Он в инвалидной коляске, что Мгм. ли. Разочарован. Что ты хотел? А ему что-то говорит, ну ты же сам хотел. Сейчас я услышу, что он хотел от жизни, с каким запросом пришел на совет, скажем так, изначально, первый раз. Как будто ему нужны были стесненные обстоятельства и вот этот внутренний импульс, чтобы был выше, чем его вот эти стесненные обстоятельства. Ну, то есть вот он был на коляске, но по плану хотел посмотреть, как он преодолевает себя, и из этих обстоятельств все равно, ну, выходит каким-то там победителем, не сломленным. Мгм. А он передумал еще, почему умер. Он передумал еще в моменте. Он разочаровался еще на земле. И все, типа, ну, условно, фигня игра, я не хочу в такое играть. И вот сейчас он, типа, нет, я не хочу. Ну, то есть ему говорят, а давай еще. То есть он эту игру не выиграл, Мгм. сдался, сломался. И он говорит, ну, ему говорят, дай, давай еще, вот тут так можно, вот Мгм. так можно, а он нет, все.
И идет наверх, Наверх идет. наверх идет. То есть он не идет этот, вот стоит его же условно куратор, с которым он должен был проходить это не темный, это какой-то другой. Опыт, с которым он должен был проходить. И он так, ну, типа, ладно, и разрывает, наверное, этот контракт прям. Мгм. Мгм. И тот мальчик идет наверх, потому что, ну, условно, сам понял, что не готов еще к такому уроку и, Мгм. типа, Мгм. придет, когда А каков импульс его для того, чтобы когда он получает очередной импульс сам? еще Там раз я не поняла. Ну, то есть как вот сейчас он понял, что он не хочет воплощаться, и он Мгм. также отправляется наверх на свой какой-то там седьмой, по-моему, какой-то этаж. Но у него возникает потом со временем какой-то Да, со импульс. временем будет. Он еще больше, как это скажем, окрепнет базу свою Мгм. какую-то от. И его встречает тот же самый так называемый куратор? Ты хочешь спросить, будет ли тот же самый урок? У Да, него может быть уже совсем другой то есть у урок него на тот момент свой времени. выбор, да? Ну, то есть в каждый момент, когда решает на воплощение, он, по-моему, даже больше не захочет этот урок, как это скажем, проявления воли через Мгм. ну, сложности. Он, Мгм. по-моему, этот урок больше не захочет проходить, он как-то его. Он свободен в выборе Уроков? Да, уроков? да. Это Мгм. как-то он решает в моменте, находясь на своем домашнем, вот, ну, дома, Мгм. он и более старшие какие-то, ну, товарищи, руководители, у кого там какие-то близкие кураторы, уже в этом решают, какой бы урок был полезен. Хорошо. Этот не захочет больше его проходить, но пойдет за другим. Хорошо, Марина. А теперь, Марина, на счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. Подожди, 1. пожалуйста. Я не знаю, что. Мне хочется еще что-то посмотреть. Я пока не понимаю, что. На счете 3 тебе понимание приходит. 1, 2, 3. Мне почему-то что-то со мной связанное хочется посмотреть. Я не знаю, что. Вот из этой же темы. Я куда-то мчусь стремительно вниз. Вниз, в смысле, на землю. Я упала как в воду, что ли, в какую-то. Что это такое? Вообще не пойму. Я не знаю, я была в воде и сейчас вылезла на землю, но я не очень человек, как русалка. Марина, мы Да. продолжим. Это сделаем еще один сеанс по этому поводу. Время у меня Мгм. заканчивается. Просто мне было интересно, что это мне Мы хотели рассмотрим. показать. Можно один Рас... вопрос? Ты спроси, зачем это показано, и мы. Зачем тебе это все? Твоя подсознательная часть показывает. На счете 3 ты получишь ответ. 1, 2, 3. Не только в человека так можно воплотиться по желанию души. Мгм. Ну, все, меня назад относит. Ну, в смысле, откуда То мы есть, там до этого были. То есть можно воплотиться. В другие тела, которые бы Мгм. подходили по
сложности, ну, вместить могли душу. Мгм. Это могут, ну, и не это, скажем, не котик там, и не Да. собачка, а какие-то сложные, представленные на Земле другие Мгм. существа Формы тоже. существования, Мгм. да? Марина, на счете 3 ты найдешь в пространстве такой случай, когда происходит переход такой души, которая пошла по темному сценарию в своем воплощении. Она производит переход в данный момент. Обрати внимание, что происходит с этой душой. На счете 3. 1, 2, 3. Так, сейчас вижу какую-то сцену, пока не пойму, кто из них умирать собирается. Мгм. Это какой-то средневековье, как всегда, какой-то богатый то ли замок, то ли что, может быть, даже какой-то. И, короче, мужчина, который что здесь еще есть ребенок, и явно видно, что мужчина педофил. И вот наверняка кто-то из них сейчас умрет. Давай уже к той сцене, где кто-то из Хорошо, на них счете умирает. 3 ты смотришь как раз момент ухода с какого-то персонажа из той сцены, которую ты видела. 1, 2, 3. Это будет мужчина, и Так. он где-то заколот. Ну, Мгм. в каком-то условно честном или нечестном. То есть, ну, это либо бой, что он мечом заколот, либо его так вот аж несколько раз прокалывают со злостью. Так. Сейчас у меня пока вся картинка еще не очень устанавливается. Она... На Мгм. счете 3 ты четко все видишь. 1, 2, 3. Что происходит? Но мне кажется, тут без разговоров, без всякого вот этого совета душа, ну, как бы такой же тоннель, только вниз То осуществляется. есть та же самая туннель имеет вниз Но мне продолжение? кажется Мгм. так, что от него вот идет и такого темного цвета канал, по которому он... Прямо с того места, где он покидает свое Да, физическое да-да-да, тело, да? прямо То от есть он тела. Не вверх открывается. канал, а вниз идет. Мгм. Кто его встречает? Это этот король, будем называть его. Мгм. Прямо он? Не, в смысле, это, я имею в виду вот этого Мгм. персонажа, Я который понял. умер, будем Мгм. называть король, потому что он в короне, весь такой какой-то Мгм. гонорливый, а, но явно с грехами, мы их уже заметили. Мгм. Так, ну его, знаешь, было похоже, как как-то ассоциация, когда в американских фильмах в тюрьму нового заключенного приводят, и тут со Мгм. всех сторон восклицания местных такие всякие. Радуется или... И радуются условно новому мясу, и такие шуточки какие-то, и возгласы. Вот он идет,
А он не боится ничего. Он по-прежнему весь такой сохраняет то свою личность То как-то. свое достоинство, да? Это не достоинство здесь, у него достоинство такое, ну как это скажем, высокомерие и горделивость. Вот что у него тут. Ну, то достоинство, Чрезмерное достоинство. да. Достоинство это когда ты уважаешь как бы ну, на равных, ну в смысле Ну, и не принижаешь. А просто тут он кавычки. такое, в кавычках Ну достоинство, да, да, это есть. То есть он такое высокомерие у него. И он да. вот идет ну, условно, по коридору, который ему, в который дальше никуда не пойдешь. Вот идет. И что? Куда же мы придем? Давай куда-нибудь придем. Пришел. Его кто-то сопровождает, Нет, шел он один, просто потому что там идти было некуда больше, кроме как вот туда. то есть Ну, такая он... дорога была Мгм, одна, мгм. поэтому он То есть эта шел. дорога туда, но она вниз, да, она скатывает, какой-то Он скат. спустился по Мгм. тоннелю и пошел условно прямо по Уже единственной прямо. этой дороге. Какой это Ну, темно здесь, темно было где-то. уровень? Какой Уровень уровень три, ощущаешь? м, минус третий это Минус уровень. третий. Мгм, мгм. Мгм. Что здесь за ощущения, какие вибрации, какие там звуки слышны? Ну вот ассоциации, прям вот как я говорила, и звуки такие же. И ассоциации это вот, ну, у меня прям как с тюрьмой, скажем так. Мгм. Как будто нового заключенного привели. И здесь есть один товарищ, который уже, ну, встретил его наконец. И он по ощущениям, как, ну, как это скажем, принимает заключенных и располагает. Выкатил такой вот списочек деяний, начиная от самого детства, где этот персонаж повел себя не по-человечески и просто ему их зачитывает. И ты там в детстве там э, кого-то там оклеветал и кого-то побил, еще будучи там ребенком таким безжалостным. И потом там молодости. И вот сейчас вот все. И весь списочек ему предъявляет. Оглашает, да? Ага. И говорит что-то типа приговариваешься к там 200 чего-то там годам заключения. Этот уже весьма удивляется. Ну, Уже король как- же. какой-то Но срок определенный. да, этот сказал ему в конце определенный срок. Мгм. А этот единица измерения срока, одно совпадает со земными? Слушай, она вообще такая условная, скажем, и не очень соблюдается, а это потому что просто сейчас, как это скажем, мера воздействия. То есть эти сроки, они не настоящие, что То ли, есть то есть пока он не осознает. знает, Вот осознает, что где-то год, да, чтобы для него было понятно какой-то срок, это да? сейчас было просто сказано, чтобы офигеть. Так, вот, Мгм, ну, вот мгм. так вот. А на самом деле там потом по-другому идут процессы. И его провожают уже вообще, он уже паник, не такой горделивый, как раньше. И идет еще поуже стал этот коридорчик, и по бокам уже совсем
соприкасается с коридором, с, да? с другими камерами и с другими Мгм. заключенными. То есть узкий коридорчик, и вот эти вот еще больше гремят, звенят и приветствуют. Мгм. Ему выделяется, но отдельная комнатка. И не комнатка, это прям как, знаешь, как собак содержат в таких просто клетках в коридоре. И вот ему выделилась отдельная комната, все. И забыли, ну как это, и уходит с этого коридора тот, кто мелкий страж, не тот, кто его встречал. Мгм. Все, закрыл на ключ и свободен. Мы можем понаблюдать, что Да. будет с этим Понаблюдай. персонажем с периодом времени. Давай через условные 50 лет его посмотрим. А, Скажи мне. Марина, на счете 3 мы разделим это время пребывания здесь на какие-то отрезки, которые отличаются чем-то друг от друга. На счете тебе придет цифра, сколько отрезков в этого времени пребывания здесь. Один, два, три. Ну, этому человеку 3 этапа было 3 этапа. достаточно, по М, 80 лет где-то. мгм. Посмотри, что происходит на первом этапе. На первый. Продвигайся по ленте времени ускоренно Ну, вперед. его негодование, потом смирение, Мгм, потом просто апатия, бездействие. мгм, Вот он условно лежит и там какой-то шарик подбрасывает без конца просто. Потом, как это скажем, крыша, когда поехала от, от замкнутого пространства, от мгм. всего. Такое потом немножко забвение, когда он плачет теперь уже, но это уже первый цикл прошел. Вот 80 лет где-то и прошло, плачет сейчас. До него начинает доходить, какой он. И начинает пересматривать все эти деяния. А на стене у него этот список полный вот висит Мгм. он этих всех дел. И он каждый начинает просить прощения у каждого. И, скажем, следующие вот это 80 лет он просит прощения за каждый свой поступок и осознает, каким он был, и пересматривает все. И уже и внешне меняется. Если до этого он, вот когда вот уходил в это забвение, он, скажем так, терял, назовем это, человеческий облик, то сейчас, по мере того, как он осознает свои прегрешения, назовем это так, к нему возвращается человеческий облик, причем молодого, то есть он более старый умер, а тут к нему возвращаются красивые черты лица, там, вот по Его мере энергии меняются, да? просветление становится, вот, ну, как бы красивые глаза, по мере того, насколько он идет к концу листика. И к концу листика он за 80 еще не прошел, он идет дальше. Он полностью пересматривает все моменты в деталях. Ему тут, знаешь, сразу помощь условно выдается в виде, видишь, когда он пожелал, тут и листик появился, тут даже и мониторчик такой условно появился, где он может пересмотреть некие элементы своей жизни. Вот он поностальгировал, увидел даже любовь, которую он не ценил. Там была девушка То есть молодости. фокусируется внимание на некоторые положительные Ну эмоциональные. вот он какую-то любовь чья-то была, то Мгм. есть у кого кто-то ему дарил любовь, а он ее топтал. Вот он сейчас переживает из-за того, что он так именно сделал. И это вот идет за 80 лет он не справился, скажем, еще. Идем дальше, потому что там еще где-то 1/4 этого списка, но он уже очень такой, оказывается, красивый человек. Ну, как плюс-минус уже совсем не то, что было раньше, а
лицо поприятнее, знаешь, как посияние. Вот идем дальше, что дальше? И дальше начинается такое как бы сожаление, что-то типа, ну, пере, потерял такую возможность нормально прожить жизнь. Мгм. Вот как Осознавание, да? сожаление, сознание, да. Все, и когда он полностью уже вот все пересмотрел, осознал, пришел к такому выводу, знаешь, клетка автоматически открывается, и он выходит, уже выходит, скажем, ну, мне с ним сейчас приятно находиться. Мгм. Если до этого был такой человек-чмо, то сейчас такой гордый в хорошем смысле, красивый. Это тот же самый минус третий уровень? Да, это он все там же, никуда не Мгм. уходил. Мгм. Хочется пояснить суть этого места. Это вот то, Да. что я бы называла чистилище, вот то, что и раньше называла. Здесь каждый сидит в своей клетке, и суть ее ну вот так и есть, пересмотреть свою жизнь, увидеть, где он был неправ, скажем, и это только через внутреннее сознание происходит, ведь никто не будет там тебе что-то предъявлять, показывать и так далее. Здесь есть некоторые души, которые... Вот этот срок ему был назван, потому что было, ну вот 200 там 40 лет, потому что как-то наперед, скажем, умный организатор просчитывает, сколько ему понадобится времени, если Примерно, будет все да? хорошо, да, и так вот называл этот срок. Есть некоторые души, которые застряли на каком-то этапе, э, и, и вот до сих пор вот сколько вот он, вижу персонажа, который уже там 200 лет, и он застрял на условно вот этом забвении. И он, ну, как у этого тоже были разные периоды, но этот никак не может проснуться, искорку свою внутреннюю зажечь. Он вот остался в фазе я плохой, я ничтожный, да, и вот сидит и долбится, как бы уже более чем обычно это, скажем, происходит. Но здесь не будет ему помощи, скажем так, из местных организаторов вот этого вот. А посмотри, у него есть связь со своей душой, Сейчас скажу, у них у всех есть связь со своей но душой. есть какая-то более тесная и менее тесная. Есть сила, да, вот у этого персонажа, которого мы рассмотрели, он более сильный по духу, и поэтому у него так очень классно получилось все, То ну, есть у него вспомнить. опыт, более опытный, Да, больше он более, инкарнации. более сильная душа, которая вот все поняла, все осознала, и у нее этот импульс не зачах. А вот эти попроще, которые товарищи, у них этот, ну да, опыт небольшой, и они тут могут вот эту вот, ну просто вечность сидеть здесь. Что в этом случае поможет? В этом случае может помочь проводник, который может сюда спускаться и, скажем, будить, просто будить и дать небольшой импульс о том, что вот, знаешь, я как касаюсь этого человека, который Мгм. там забытый, и такой небольшой импульс любви, скажем так, как аккумулятор подзарядить. Мгм. Как вот батарейки, этот, клеммы, ну, что там у нас, сел аккумулятор, и нужен просто другой аккумулятор, который чуть-чуть его искру дал, и он заработал. Никто из местных не будет это делать, просто потому что не будет, и все. Это будет либо кто-то, кто спустится к ним, и вот этой искры побудет, просто передать частичку любви, чтобы душа вспомнила вообще, что такое любовь. Вот это вот побыть этим аккумулятором вторым, который зажжет искру, даст. А дальше он уже пойдет сам по своему развитию, ну, как хотел. А, Или это могут быть родственники даже. Я вот вижу простые эти свечи, огонь. Мгм.
когда на год-два, на годовщину смерти, когда зажигают свечи и вспоминают о нем. Это тоже такой импульс любви, который сюда доходит. Поэтому если душа, скажем так, в забвении, то вот эти, скажем, импульс любви проходит через расстояние, через это вот все. Вот, еще раз повторю, что это условное, скажем так, вот чистилище. Ну Мгм. как, оно настоящее, но эти клетки условные. Они вообще, я вот эти прутья, скажем, вот руками провожу, и как как лазерный лучик, который как бы есть, но его нету. Он есть, пока ты вот сам себе его есть, скажем, сам Мгм. себе его держишь. И тут главное вот этому импульсу внутреннему не дать угаснуть в самоуничтожении, и вот эта сила характера должна быть, чтобы ему не дать угаснуть. Либо память близких, либо помощь стороннего, ну, медиума, назовем это так, который может сюда спуститься, найти эту душу и помочь ей выбраться. Есть некоторые души, которым надо просто помочь уже. Здесь, еще раз повторюсь, не тюрьма. Это такое место, которое просто чтобы вот переосмыслить прошлую жизнь. И если видят, что душа вот, ну, не получается у нее так вспомнить, вот уже есть какой-то персонаж, смотрю, который здесь условно уже лет 400 торчит. И он уже даже, ну, очень погас, паник. Его заберут наверх, если попросить, скажем, в таком, ну, не завершив свой пересмотр. Мгм. То есть никто не будет, ну, типа, условно, ну и торчит тут вечность, да, вот. Ну, тут уже, ну, 400 лет вроде тоже много, но эту частичку можно попросить. Опять же, нужен все-таки проводник, который может... Кто является проводником? Кто А это будет? люди, у которых есть такие способности, как бы, которые могут спуститься вниз и провести ее наверх. Какова связь вот этих проводников с Что конкретно значит? Они не знакомы. незнакомо, да? Ну нет. У них есть как какая-то задача, Ну, способность, что вот, способность, но что они могут способность. спускаться вниз и не, ну, им условно быть здесь, Мгм. иметь право быть здесь, что ли. А что-то мне хочется вот их темные ангелы называть. Мгм. Но они Марина, не пойдут сюда сейчас, ну, типа, знаешь, это не регулярная работа. О, типа, дай-ка я 50 лет прошло, пойду-ка я прошерстю там кабинки. Нет-нет, это по какому-то запросу от кого-то, от кого? от родственника, От от родственника, какой-то близкой души, от которая кого-то импульс. вспомнила и решила. Сейчас мне тут хочется вот этого челика провести. Да, да, я слушаю тебя. Да, хорошо. Марина, что происходит с первым персонажем, который Да. спустился? Мгм. Что Он происходит с выходит. его, Марина, Мгм. что происходит с его оболочками, с его эфирным телом, с его эмоциональным телом, астральным телом, с его ментальным? Посмотри. Вот Когда? Вот сейчас у он, него нету, не будет и, скажем,
Нет, будет. Хотела сказать, не будет. То есть он этот пересмотрел, осознал, и у него не будет столько кармических узлов, сколько могло бы быть. Но будет несколько в следующей жизни ситуаций, где он надеется, что он поступит благородно и благоразумно, потому что сейчас он все понимает и осознает. А что с его телами происходит? Вот он выходит из своего тела. Переместись в тот самый момент, когда В он начало? начало, да, на счете три. Один, два, три. Он Ну, вижу оставляет труп. свое тело, да, Мгм. физическое. Мгм. Он привязан еще какое-то время к своему телу физическому. Я вижу, как вот эта душа, она пошла вниз, и все. И все. А его Подожди, оболочки. а вокруг тела свое поле Мгм. есть. То Ну, вот есть, сейчас лежит тело и поле вокруг то него. есть, А тот ушел, и все. Вот, ну, то есть условно, его два разных объекта мгм, получилось. мгм, разделение. То есть фактически, если человек будет иметь какие-то возможности увидеть своим духовным взглядом, он увидит эту оболочку, которая осталась, да? В смысле, если на труп посмотреть, Ну на да, мертвого человека, ну да. вот я сейчас смотрю и вижу вокруг него такое, ну как это скажем, более Ауру, да? плотное, да, более плотное поле. Какое-то. Это поле содержит астральное, ментальное, энергетические поля. Но я не могу пока понять, но я четко вижу. Давай, может, На назначение или счете три считаем. ты получишь ответ. Что это за поля? Один, два, три. Хочется сказать, я пока не понимаю, что все до Будхиального здесь, но Будхиально. все до. Мгм. Все до. То есть высшая вот эта триада, она Они принадлежат вот, они ушли с тем, скажем, а ушли. эти остались. Мгм. Ясно. Хорошо. Здесь Что какая-то происходит, да? можно что-то больше посмотреть про эти поля, можно их Просмотри, посмотреть. как Мне они, хочется руку опустить в каждое, да. они как слоеный пирожок. Мгм. Я вот руку в первый слой опускаю, и меня эти колючие его все эти слова, да, Мгм. Это эмоциональное, иголками колет, это да. астральное тело его, да? Ну где у нас все, что он говорил кому-то, Мгм. все, как Мгм. он аж колят в руку. Следующее. Здесь уже нет колючек. Холодное, просто холодное и больно пальцем. Это энергетическое тело, да? А чего больно? Не знаю. Так. Следующее побольше размером, Посмотри, если... ментальное. Оно более разряжено, оно имеет другой цвет. Какие цвета здесь? Но здесь приятный цвет у этого поля. И оно четко более разряжено, чем это.
и немножко прохладнее. Вот это теплее, еще более разряжено. Как во времени. Вот физическое тело разлагается, а вот эти Можем, тела, они можем тоже, понаблюдать. понаблюдая на счете 3. 1, 2, 3. Весь этот период разложения физического тела, как разлагаются астрально, ментально и энергетическое тела. Мне хочется сказать, что они вот как сверху начинают условно растворяться. Вот того, который самое разреженное, и То есть все одновременно или нет, 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 послойно? очень послойно, очень постепенно. А что происходит в момент, ну, то есть разложения, и постепенно куда-то же информация девается? Что они вот постепенно, условно, отлетают, развиваются вот эти вот, Сохраняются какие-то составляющие. каналы связи с душой, с Сразу хочется духом. сказать нет. С душой. Подожди, сейчас про душу. Вот, ну, куда-то же надо передать эту информацию. Давай посмотрим, куда информация передается. Хочется сразу сказать про родовое дерево, что вот это вот информация принадлежит уже роду. И я вижу на вот ветке, ну, как рисую это Мгм. древо рода какое-нибудь, то вот сразу новый объект появился, такой со всеми его негативными характеристиками, которые вот я сейчас, появилось это дерево, и он его словно налепили эту шарик на ветку, и оно такой темной жижей влился в ствол темный, ну, потому что он не очень был Мгм. праведный, назовем так, поэтому Это влилось через корни, посмотри, или как на ветке, через веточку, через вот он, веточку. через веточку влилось и пошло То в есть это общий через... ствол. Мгм, И мгм, это, мгм. считай, ну, как я понимаю, те еще какие-то программы, которые теперь придется всем, Родом ну, кто отработать, да? сможет, да, очищать всю эту грязную кровь, вот так хочется А сказать. какой-то опыт полезный он сюда вносит? Сейчас посмотрим, полезное, что же что-то должно быть. Есть, от него пошло сюда, как это скажем, воля, сила слова, мужественность, характерность. Вот такие он привнес сюда эти характеристики, которые хамелеон. Чего хамелеон здесь? Ну, это его тоже такая характеристика. Мгм, Э, Которые тоже влились вот другим окрасом в это общее, ну, в ствол, в это, в веточку и по общему стволу пошли. мгм, Вниз, знаешь, хочется сказать, вниз идут, потому что дерево, оно будет, вот сейчас, пока он был самой нижней этой веткой, когда сейчас подрастают новые поколения, дерево поднимается выше, а тут отрастают новые веточки. мгм, И вот эти вот как темная его кровь, так и светлая кровь, ну, с этой условно волей, характером и так далее, им будут пользоваться, ну, последующие поколения мгм. и заработанными плюшками, и негативными плюшками, не плюшками. То Хорошо. есть вот эта вот информация, она отпечаталась на родовом дереве. А как она туда сублимировалась? Когда именно? Ну вот в этот момент тело еще, скажем, не разложилось полностью, оно еще такое мягкое, а это уже
уже отпечаталось. То есть в зависимости от Нет, я тонкости тел они быстрее разлагаются, да? не знаю. Ну первые улетают быстрее. Первые, ну, тонкие тела. Нет, в смысле, тело разлагается, не знаю, с какой скоростью. Я не поняла вопрос, но если мы говорим про То тонкие есть тела, то сперва разлагаются тонкие тела, а потом только тело физическое. это параллельный процесс. Но вот тела Параллельный. уже улетели почти все, а Мгм. тело все еще я узнаю в Мгм. нем его черты, но пальцем дотронуться не хочется, потому Мгм. что Да. провалится мой палец уже. Арина, на счете три посмотри, сохраняется ли связь души со своими останками, вот этими, которые остались Духа, даже во да? времени. Да. Духа. На счете три. Один, два, три. Знаешь, что мне хочется сказать? Что вот этот человек, когда он вышел, он, слушай, это для него прошло там условно 240 лет. Мгм. А тут вот он вышел уже в адекватном виде, пересмотрел свои деяния, когда уже вышел вот весь светлый, чистый и стоит возле своего этого трупа. И, ну Его так, труп не раз... вот я то и говорю, что его труп еще при этом. Интересно, я про вот это вот временные понятия. Нет, все-таки не так, нет. Вот я вижу, что он может на него уже посмотреть. Ты говоришь, где связь? Я про то, что он знает, где его. То есть он Нет, это просто... он возле могилы стоит все же, возле... Ну, то есть он знает, где это находится, он такой там, типа, ну, давай, до свидания, и ему канал открылся светлый, и он улетел летел. наверх. Уже чистенький, и белый канал, и он улетел наверх. Улетел наверх в ту комнату, Я не знаю, мне по становится в очередь. ощущениям, нет, по ощущениям он... Сейчас давай посмотрим, если надо. Отправься на счете три в то самое место, где он улетает. Один, два, три. Слушай, ну у него вот нет, он в комнату не идет, он домой сразу идет. К себе на К свой себе уровень. домой на свой уровень. Мгм. У него ему не нужна комната. Мгм. Как происходит очередной его А вот он позыв живет, пока... на очередную инкарнацию? Я понимаю, сейчас пока вот он живет и... Сейчас. Какое-то надо здесь. Надо, в смысле, условно возникает необходимость пойти куда-то и что-то помочь. Ну, он светлый какой-то дух, воин какой-то, и вот, типа, надо пойти там где-то будет в определенный исторический момент что-то подсобить, заодно и себя проверишь. Ну, вот так как-то в общем поле возникает эта необходимость не только от него, а еще и от каких-то, не знаю, ситуаций, наставников, что-то вот возникло, он и идет, идет на совет. Это уже много времени прошло. Идет на тот самый суд Мгм. повторно. Ну, как повторно, и говорит о том, что я вот, условно, готов идти, иду. Это как вот через него проходят все. Посмотри, кто опять формирует этот совет. Да все Совет те же. или суд? Или это
Это одно и то же, в Одно и то смысле. же, да? Но здесь все представители, цивилизаций, которые здесь работают. Хозяйничают, да? Работают, да. Если и спрут, и рептилоиды, и нижние, то есть, ну, вот так они вот все и сидят, но, естественно, они под своими личинами. Мгм. Ну, он знает, кто это, и нормально, ну, то есть он в курсе, что это, условно, опять же, спрут, рептилоид, это он. Ну, он видит как старцев, нет? Нет, нет, он в курсе, что это представители, которые тут на Земле То есть работают. Он их видит тем, в кто они истинном. есть. Мгм. Мгм. И говорит, что я вот готов туда-то, туда-то идти, и ему не нужно выбирать мониторы, потому что он идет под конкретную ситуацию. А почему? Ну, Только потому ему. что там уже, ну, то есть он пошел в конкретную ситуацию, чтобы именно делать то, что надо. Ему не, Ну, у ну, уже него такая же темная программа. Подожди, темная, он изначально ведь надеется, что у него будет все позитивно, что он Мгм. будет добрым и светленьким и нигде не запорится, скажем так, нигде не оступится и будет следовать светлому, чистому порыву. Поэтому изначально темной программы, скажем, нету. Он со светлыми намерениями идет. Он Мгм. посмотрел на свой монитор, да? Он увидел свою, Он знал, куда идет еще когда шел. находясь на своем уровне, да? Да-да-да, то есть потому что конкретно его сейчас ситуация, под конкретный запрос ему не нужен выбор. У То есть него он идет за него сейчас. уже Они тогда выбрали. там решили, что нужно идти туда и помочь, поэтому Но он... этот импульс откуда исходит? От совета или откуда Нет, этот? нет, 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 нет. То есть он формирует свою Там, какую-то там у на себя. своем, да, Мгм. девятом там уровне каком-то, они решили, что нужно вот здесь вот его работа, и он просто идет, условно, и ставит перед фактом, так, все, я Но туда там иду. есть какая-то кармическая какая-то задача, да? Это такие сторонние, его, нет, тут какую-то глобальную для человечества, ну, глобальная для страны, назовем это так, нужна какая-то его помощь, но заодно он постарается решить и свои. Но этот запрос откуда исходит? Откуда? От него, От когда него он находился еще дома, решили, что он должен идти там решили кто? поработать. Он сам решил? Ну, он и наставники, те, кто следит за за, как это скажем, за развитием народа, чего-то, за развитием землян. То есть это сверху был импульс, что ему надо идти. И они, больше похоже, вот этот совет, как представители матрицы, скажем. Мгм. То есть он, И он обращается к ним, типа, чуваки, я иду туда. то есть он еще находится под властью матрицы, да? Это условно неизбежно. Знаешь, ты когда едешь в другую страну, ты должен пройти таможенный контроль. Да. Ты встречаешь все структуры этого. И вот он первое, что Мгм. проходит, вот этот вот Мгм. таможенный контроль. Ему нужен, он такой, так, я туда. Они такие, окей, там, вот тебе то-то, что тебе тут надо еще? Хорошо. А теперь, Марина, на счете три. Найди такую душу, которая она более черная, чем вот этот предыдущий персонаж, и посмотри, на каком уровне он спускается и что происходит с ним. На счете три. Один, два, три.
Наверное, ты имеешь в виду более черное. Да, Вот у меня то есть не сейчас у меня возникает желание посмотреть, что есть души, которые снизу и приходят снизу в тело, но сейчас соображу, что тут происходит. Сейчас я попытаюсь поймать, пока это где-то такое тонкое, неулавливаемое. Так, давай еще раз это посмотрим лучше. Я почему-то снизу пытаюсь это увидеть, как кто-то поднимается. Пока нету. Давай это со стороны, с уровня земли посмотреть. Как ты тогда говорил, найди такую ситуацию, где что-то там. найди такую душу, у которой более черная, более Так и что? Он ведь потом тоже, если, ну, в какой идеале, уровень, какие и они уровни? все на четвертый, потом на этот третий, точнее, пойдут. Или ты про что имеешь в Я виду? хочу узнать, есть ли тот ад, тот Нет. котел, который горит. Нет, так вот и все вот это вот условно вот эти мучения, это вот эти для того персонажа 240 лет, для кого-то э, вечность, для кого-то там 1000 лет, кому как надо. Это вот эти страдания внутренние, которые он в клетке проводит. Мгм. То есть каждый ассоциирует свои страдания по-своему, как он Это вот себя. его внутренний ад, где он Я. Мгм. будет переживать, и если все будет потом хорошо, то он осознает свои ошибки и очистится Хорошо, Марина. прощением. Нету такого понятия, чтобы все там варились в Марина, на котле. счете 3 ты находишь такую душу, которая имеет черную программу, буквально черную программу для матрицы. На счете 3. 1, 2, 3. Слушай, и это, вот ты когда сказал, программа для матрицы, есть такие, но они не, он не имеет души, это именно программа для То есть матрицы. это, То есть как это, мгм. бот такой, То есть это, это человек, но он не божественной искры, он программа, то есть он которая вот, бездушный, да? да-да-да, вот такие вот есть, которые он вот просто не жалко, всех убивает там. Мгм. Я вот вижу там палач какой-то или какой-то воин, который косил всех без разбора. И я понимаю, что просто никто не хотел идти на эту роль, скажем так, потому что она очень губительна для души, но нужен был такой персонаж, который бы выполнял эту функцию, скажем, в этой игре. Поэтому был создан такой персонаж без души, который бы без эмоций просто условно убивал. Так, все равно есть такие, ну вот я хочу увидеть все то, что мне раньше чуть-чуть было. Есть такие, кто идет снизу для развития. Ну, во-первых, я знаю, что есть те, кто идет снизу для развития, для даже помощи Земле на условно коллаборации с какой-то ангельской душой.
Для дуальности, да? Для того, чтобы этот персонаж, который они оба поселяются в один, мог выполнять какие-то действия, которые может сделать, ну, вот этот вот представитель из низов, но ему нужна искра, потому что он не может поселиться То есть, в теле. получается, это человек с двумя оболочками? С двумя, То есть душа с ну, двумя оболочками? ну как оболочками, с двумя внутренними искрами, скажем так. Одна это представители темных, другая вот представители светлых. Потому что темные не смогут, ну, без генератора не Так, поселятся. искра. Искра-то одна Искра божественная, да, одна сверху. сверху, а снизу Но, идет только оболочка. ну как оболочка? Почему ты называешь это оболочкой? Это ведь сознание, элемент сознания. Мгм. У темного представителя ведь тоже, у темной сущности есть свое сознание, и у него и четкий план, там, не знаю, жизненный, скажем. Сознание или ментальное тело? Я бы сознанием это называла. То есть два сознания у него есть: светлое сознание и темное сознание. Сейчас мы назовем это, надо по-другому это называть тогда. И все это сейчас как-то 2 2 рабочих системы на одной платформе. И все это там нет, сознание в данном то есть он это не раздвоение личности в идеале, хотя те, кто имеет раздвоение личности, могут быть примером такого, когда, Две м, сущности находятся. да-да-да, но в идеале, когда все по плану работает, то уровень личности объединяет это все. Ну, наше же сознание, оно через личность сформировано. Личность, которая во взаимосвязи со своим, внутренним духом, да, а тут получается личность на связи с двумя внутренними духами. Понятно говорю? Да. Нет? То есть все равно же мы через личность, формируем свое и сознание, и самоощущение, и вот. Некоторые не могут это сделать, и тогда вот можно наблюдать разные эти расстройства личности, когда это Хорошо, Марина. один из маленьких таких случаев ситуативных, да? Отключись на 3 от этого. Один, 2, 3. А теперь на счете 3 найди такую душу, которая вне матрицы, которая не имеет связь, оборвала свою связь с матрицей, как она действует, как она поступает. На счете 3. Один, 2, 3. Покидает она вот тело свое. Но она ведь зашла сюда тоже как-то по-другому Ну, получается. зашла, но выходит, отрезала свою связь с матрицей, отходит от своего физического тела. Ну, отходит, и ладно, и полетела. Да, попадает в тот же самый туннель. Я как-то сейчас, вижу его просто как, условно вылетела и в космос полетела. Все, без туннеля, без. Мгм. То есть туннель это Но часть это системы матричной, да? вот то, что ты ситуацию говоришь, это ведь человек должен быть весьма осознан, Ну во-первых, да, чтобы ну сделать да.
Вот то, о чем ты говоришь, разорвать связь с матрицей. Во-вторых, в момент смерти он должен не потерять свою эту Сознание, осознанность, да. да, потому что он, ну, и должен четко помнить этот импульс, который бы повел его То есть четко наверх. знать, что он делает. То есть все контролировать, все этапы его И я бы бытия. сказала, что это прям должен быть какой-то, ну, очень сильный персонаж, потому что как-то вижу, что вот кто-то так вот сделал, вылетел, и он болтается условно в этом пространстве, а забыл. Ну, м, вылететь-то вылетел, но что дальше делать? Забыл. И где он И болтается? вот как для меня это он вылетел за пределы сейчас вот наша Земля, потом этот матричный слой, и вот он тут болтается. То есть он не помнит как-то, что надо наверх лететь, и вот тут вот летает в этой. Много А, таких ну, летунов, они есть. Я вот поднимаю глаза и вижу их, ну, сколько-то штук вижу. а подойди к одному из них, Ну вот я с тем, с кем сразу заинтересовалась, вижу. подойди к нему, представляемся, Ну, входим в контакт, мгм. спрашиваем, Ну, кто он такой. он парень, который, скажем, искал себя много где-то то ли в Индии, то ли в каком-то там, где-то вот он много времени проводил в Медитациях? медитациях, в этих машрамах, все там Мгм. вот так вот И много-много времени. И умер довольно-таки молодым. Почему? Почему? Что-то наэкспериментировался. То ли с голодом, то ли с грибами. Что-то наэкспериментировался как-то. он не помнит. И вот он вылетел, он понимает, что вот Земля, вот это. Но вот этого импульса домой, туда, наверх, у А него у него нету. он, находясь на землю, он его помнит. Находясь на Земле, был ли этот импульс? Да, он знал, где его дом, куда он хотел попасть. Нет, этого почему-то представления у него не было. Не было у него такого знания о том, где его дом. Он как-то просто от, отвязался от матрицы через вот такие фразы, типа все это, ну как это, ваша бренная суета, вот это вот я как-то отказываюсь, ухожу от этого всего. И У вот него нет таким никаких намерением. планов, Так он вот сейчас как это, потеряшка такой, типа, блин, потеряшка. и чё? И что у него может быть? И вот этих потеряшек я вижу вокруг Земли и летает, ну, условно, там какой-то десяток этих потеряшек Мгм. есть. Он почему-то не помнит импульс. Почему он не помнит импульс? Здесь есть что-то. Что его блокирует? Этого импульса, что блокирует? Сохраняется еще какая-то связь с Землей? Нет, какое-то как забвение. Э, Я поняла. Смотри, когда мы идем в погружение через этот матрицу, скажем, то есть программа забыть прошлое.
Мгм. То Да, ну и есть мы забиваем свою жизнь. Когда мы выходим через эту матричную систему, через вот это условно официальный проход, есть, надевается, возвращается программа, вот это условно убрать, забыть прошлое, мгм. вспомнить настоящее. А он Эт отвязался, и вот эта вот программа вспомнить еще не все, он от нее тоже как-то, ну, он не идет через основной канал, и, соответственно, программа не вешается на него вот это вспомнить но все. программа должна быть внутри его. Есть, но ведь кто-то должен знать об этом, чтобы ему сказать: "Чувак, ищи внутри". Потому что я сейчас так подхожу к нему, я вижу, что эта программа есть, и мне вот это слово "забвение" хочется Хорошо, сказать. хорошо, И вот Марина, так вот прям можно дуть на него, чтобы хорошо. Марина, спроси у него, могу и я ему помочь запустить эту программу да, у мы него? можем это сделать. Хорошо. На счете 3 я касаюсь его поля и показываю ему эту программу и запускаю на счете 3 программу эту. Один, 2, 3. Программа запущена. Еще нет. Он ее осознает, видит. Сейчас, подожди, это не так как-то быстро. Ага, все, вспомнилось. Вспомнилось. Мгм. Вспомнилось. Вспомнил, кто он есть, принял свой облик Изначальный. обычный, да, ну, тот, который он Мгм. есть, и взмыл. И взмыл. Мгм. Даже не попрощался с нами. Не, он послал какой-то этот Хорошо. благодарственный импульс. Хорошо, Марина. А теперь на счете 3 призываем всех потеряшек к нам. Один, два, три. Собрались. Да, да, работают. На счете 3 по тому же алгоритму приветствуем всех, объясняем, что мы хотим им помочь и кто дает разрешение на запуск своих программ, вспоминаний, кто они изначально. На счете 3 запускаем эти программы. Один, два, три. Сейчас меня отсюда оттаскивают. Но я вижу, что они сработали, а меня отсюда оттаскивают. Почему? Ну, откуда я знаю, куда, во-первых. Я куда-то вниз лечу. Почему тебя оттаскивают и кто Я тебя не оттаскивает? Твоя знаю. подсознательная часть? Нет. Что-то стороннее. Что за стороннее? Что-то стороннее. Марина, через намерение свое прикажи этому стороннему появиться перед тобой. Один, два, три. Это какая-то мерзкая гадость. Почему она к тебе прилипла? Почему ты позволила это? Какой-то... Так, во-первых, остановить его. На счете 3 через свои намерения останови его. Один, два, три. Это какой-то, как это скажем, хранитель матрицы, хочет сказать. Один из администраторов Он как будто этих потеряшек, скажем так, отлавливает. хочет обратно их в матрицу засунуть.
То есть он в этом пространстве, которое выше матрицы, Мгм. лазит и отлавливает таких потеряшек. Мы ему помешали. А может, мы просто те же, кто тут летает просто? М, Нет, скорее помешали. У тебя еще или у нас еще есть связь с этой матрицей, потому и он может нас оттаскивать обратно в матрицу. Нет, он просто их забирает к себе, вот этих потеряшек, куда-то тащит к себе. М, Не знаю, куда, что там дальше с ними. Но кто-то из потеряшек, они вспомнили, Не, с тем, с кем мы говорили, они вспомнили, как вспомнили, так улетели. их Там больше стало, да? То есть тех из тех, кто улетели, да? все, с кем мы общались, то уже дома, скажем Дома, так. да. Вот А, это, вот это какой-то как отлавливает вот этих. Это какой-то вот от матрицы представитель, скажем, мгм. который отлавливает вот этих летунов и куда-то он их обратно. Посмотри на счете 3. Куда А я он их? не хочу, давай лучше знанием, я не хочу туда. Хорошо. Ты его остановил. Да, он сейчас далеко, я в смысле сейчас в пространстве, а он... Ну все, тогда Не, ну так знанием давай, куда он это, что с ними делает. на счете 3 тебе придет ответ на этот вопрос, куда он собирает и с какой целью. Один, два, три. Он их, наверное, на воплощение еще раз пошлет. Ну, как бы это, обратно в систему. Обратно в систему. Потому что Загоняет. каждый винтик условно на счету, как это важен. Особенно такие, да? Каждый важен. Поэтому, когда от матрицы отсоединяетесь, ставьте себе сразу программу на возвращение памяти после смерти сразу, чтобы вспомнить. Так это усиливать импульс. Все. Хорошо, Марина. Хорошо. На счете 3, Марина. Отключись от всего. Я бы еще добавила информацию. Вот ты можешь просто про этот световой тоннель Да, ну, поспрашивать таких общих вопросов. да. Ну, можешь поспрашивать. Короче, как я понимаю, это условно всей нашей этой структуры, ну, то есть есть как вот источник Земля через матрицу взаимодействует, и это для каналы для организации вот этих переходов между Мгм. этими То есть это структура, структурными которая надета элементами. на землю, да? Вот есть Земля, есть матрица, и есть источник, скажем так, и души через вот этот все, этот совет матричный Мгм. поступают на Землю, а вот эти световые тоннели — это как, ну, как лифты, как организация переходов между Мгм. одним и вторым. У них может быть разные, ну, адаптация скорости, там, Ну, размера. есть. Это под каждую конкретную душу То как-то. есть таких туннелей их много Да нет, тут скорее или состояние туннеля состояние туннеля мгм, изменяется под меняется в зависимости каждую душу. от уровня развития души, да? Ну, там эти вот цвет, скорость. Мгм. Да, его суть просто перебросить, скажем. А в особо тяжелых случаях, когда долгая болезнь, например, туннель этот можно уже видеть заранее, заранее открывается, не в момент только смерти.
По нему могут также спускаться, условно, за душой светлые сущности, когда понимают, что условно болеет какой-то очень благородный человек, и у него не хватит импульса подняться. Но подняться надо, потому что он хороший, за ним могут спуститься, ему по этому тоннелю помочь. Ну, не Мгм. выходя за рамки, какие-то светлые сущности, чтобы его проводить. Но светлые все равно это Они находится это как как бы, структура матрицы. ну да, в смысле, они специально за ним по этому специальному лифту пройдут. Они могут в этом лифте, скажем, спуститься на землю, потому что этот лифт такими... Ну, то есть они без лифта не могут, Мгм. а в Между лифте без уровнями, да? проблем могут спуститься, помочь, ну, взять условно в руки, за руки душу эту и провести. Марина, сама Сейчас, матрица. подожди еще. Сколько уровней у матрицы? Сейчас, подожди, тогда вернемся еще к какому-то вопросу. Я хотела, у меня был момент рождения, получается. Тоже ведь открывается такой же тоннель, как, по которому душа спускается. На Но счете не три, в Марина. момент рождения, а в момент, вот когда нужно ну, душу с мамой соединить. Мгм. Как происходит процесс от того момента, когда он видит и принимает свою программу, до момента рождения? На счете три ты весь процесс увидишь. Один, два, три. Ну вот сейчас я видела с того, как экран, который мы Мгм. видели, эти Да. куча мониторов, и вот он согласился, нырнул в этот монитор и в роды, скажем так. Это была вот такая ситуация. Ну, понял, да? Ты Да. сразу он нырнул прям вот тут на месте в этот монитор. Нырнул во время рода или он до Подожди, и родов? вот эта ситуация была Мгм. в момент родов, то есть выходит уже он в теле. А другая ситуация, Воплощен, да? В тело да-да, сразу. мгм. А Ну, то есть посмотри. уже была ситуация сейчас, что когда душе показывают, и она, скажем так, очень грубо все выбрала, нормально, ей нравится, и она условно идет с этим монитором потусить куда-то. И з заживается с семьей. Ну вот, ну, смотрит за мамой, смотрит за папой, может даже нет, она вот, ну, она вот за ними наблюдает и, скажем, синхронизируется, приноравливается как-то к своему будущему. То есть это какая-то ответственная душа, назовем это так, которая хочет себе домашку заранее сделать как-то. Мгм, Она вот и за мгм. мамой, папой наблюдает, и какие-то, назовем это, выписывает себе стрёмные моменты, когда где-то надо, типа так, знаешь, там, не забыть в этой ситуации, Мгм. там, быть То есть хорошим. ознакомливается хорошо со всей программой, Сценарии, да. сценарием и Мгм. заранее как бы Ключики. Э, старается какие-то моменты об- Запомнить. Вот она запомнить. типа распознать этого человека как, знаешь, вот что у него там, ну, ключи, по которым она запоминает события. Ну, то есть как-то кого-то, с кем условно, вот, не знаю, ей потом не забыть по жизни идти, вот распознает какого-то человека и пытается запомнить эти ключи, событийный ряд. Это, скажем так, хороший ученик. Ну,
Потому что многие вот просто там, ныряем. А вот это вот какой-то пример хорошего студента, который берет и заранее просматривает, запоминает свои ситуации, запоминает свои ключевые фишки, людей, с которыми им надо ему быть, и вот, который ответственно подошел к вопросу и все это рассмотрел. И тогда можно сказать вот здесь, что она и заранее в тело может войти даже. Да, может заранее в тело войти. Это она уже, условно говоря, в этапе раннем этапе беременности вошел ребенок, вошла душа в тело ребенка, и на ней уже условно есть меточка, кому она принадлежит, ну, что вот такой-то персонаж, и она может везде еще гулять, а, условно официально с паспортом, ну, Мгм. назовем это так, и ни у кого претензий, ну, у матрицы к ней нету, хоть она там решит еще весь мир облететь 3 Мгм. раза и полазить везде. Она с паспортом имеет право, то есть, ну, в этой в системе находится законно, и и это некоторые тоже и она радуется этой возможности, конкретно эта душа, и поэтому специально заранее в тело входит, Мгм. чтобы Посмотри, Марина, поисследовать. Мгм. вот весь период беременности женщины, которая Мгм. вот собирается, в какой момент душа начинает привязываться к своему тельцу на счете 3. 1, 2, 3. Ну вот конкретно этого хорошего студента рассмотрим. Да. Ну, она с мамой с самого начала, С самого зачатия? ну, не зачатие скорее, зачатие уже было. Ну, буквально там первых пару недель Пару она. недель. То есть связь образуется, и она привязывается, она все время находится в связи уже со своим Я же телом. говорю, она уже, у нее паспорт есть, что Да. она здесь, она с этим телом. Она пока не внутри, она, знаешь, она не может пока внутрь залезть. Она Посмотри, внутри буквально на секундочку, потому что тело разорвет, скажем так, это телечко, разорвет от такой энергетической субстанции. мгм, Поэтому она м. везде очень сильно рядом, периодически там, но пока внутрь прям она не входит. Она входит это на, не знаю, на пару секунд, пока он вот такой вот Мгм, мгм. малышенька. Входит и закрепляется, да, формируется вот эта связь, Из любопытства просто. Связь уже сформирована. Она сформирована. просто Когда связь сформирована, связь она через сформирована, что? когда выбор, когда Какой-то ныряет энергетический монитор. жгут, какой-то. Что за Мне хочется связь? больше сказать договором. Договором. Ну вот как-то вот типа матрица предоставляет это тельце, это вот личность вот этой душе, и вот это вот договором закреплено. Договор между Матрицей и и душой, и а духом. а мама не должна как-то тоже в этом договоре входить? Нет. А Ее зачем? даже не спрашивают, да? Ну, маму не спрашивают, как бы. В смысле, вот мы сейчас говорим Или про мама дает взаимосвязь личности и духа. да, или мама дает, когда она воплощается, дает согласие, и это входит в ее программу Это инкарнации. с этим ребеночком они договорились еще раньше, что будут Мгм. взаимодействовать. Ясно. То есть она договаривалась с матрицей в контракте об этом, и это уже она Мама действует. договорилась с ребенком просто вместе идти в воплощение, и это Ясно. было заранее Но это задумано. было запрограммировано матрицей, да? Нет, это души выбрали вместе Ясно. воплотиться. Ясно. Хорошо. И они, скажем так, пришли, говорят, так, условно, мы вместе, ничего не знаю, значит, сначала я, потом она. И все так, ну да, хорошо.
сейчас был интересный момент, когда душа сможет, когда тело осилит ребенка на долгий срок, на душу уже. Она входит уже долго, когда я вижу у него уже там ручки, ножки, такое мясо много, ну, то есть условно это, ну, месяц шестой где-то, где она, вот пятый конкретно в этом ребенке, она уже не снаружи летает и периодически заходит, а уже поселилась. И ей нравится такое у меня предвкушение, типа, блин, сейчас наконец поиграю. Но она все равно пока еще может периодически гулять, но ей уже даже не хочется. Я вот сейчас ощущаю себя этим малышиком. У нее все еще мозг, как это скажем, не мозг, а сознание все еще глобальное. Она себя еще ощущает духом, ну, с бесконечным. Да. И общается с бесконечным маминым духом. Мгм. То То есть есть душу пока она душу общается еще не Мгм. личностью, да, ну, не маленькой глупенькой личностью, Мгм. скажем так. Мгм. А пока она еще вся вот ощущает себя, сейчас я тут там это, потом это. Вот интересно, когда она захлопнется. Давай посмотрим. На счете 3 ты попадаешь в ту ситуацию, когда они общаются. Дух или душа ребенка с душой матерью. 1, 2, 3. О чем они общаются? Ну, здесь мама тоже очень хорошая, ответственная, скажем, осознанная. Она вот сидит, гладит себя по животу и рассказывает, как здорово им будет. Мгм. Уже И есть, душа от этого там уже классно все. генерируется любовь, да? Конечно. Был интересный момент, когда она забудет. Я смотрю, что она уже родилась. Вот прям момент родов. Она еще глазами хлопает, еще осознает Осваивает, то есть себя, через это тельце, да? еще осознает себя духом и так постепенно, постепенно засыпает. Ну, в смысле, все. И вот это сознание духа закрылось, она так хлоп глаза открывает, все, у нее уже памяти нет. Ну, вот той. Есть только это. Ну, Да. пустое, малое. Мгм. Все, вот она родилась еще, смотрела на мир с сознанием духа, потом закрыла глазки, и заснула. Прям было так, такой сон. А вот Это заснула. это закрытие, это запрограммировано матрицей? То есть ты берешь вот эту программу от матрицы Ну, как да, условие? но это было ее, ну, она все понимает, все, да, все, как бы, знаешь, это не только матрица, это, как это скажем, правила. Но опять же, когда ты приезжаешь в другую страну, ты действуешь согласно правилам вот Мгм. какого-то поведения. Давай посмотрим, а можно ли не забыть, можно ли быть против того, чтобы забыть? Да, это правило. На счете 3 тебе придет этот ответ. 1, 2, 3. Хотя я его уже знаю. Но тогда играть будет неинтересно. Есть некоторые, которые чуточку себе оставляют больше сознания. Мгм. Или открывает по своему усмотрению, нет? Ну вот я смотрю, она даже, вот ну, мальчик, которого чуточку больше, но у него это было, у него и задачи больше, как бы, ну, задача глобальнее. Он должен больше любви и благородства принести в какой-то темный
кусочек земли, а Мгм. он от этого, у него вот эта тоненькая связь между духом и душой, личностью и духом больше. Ну, то То есть у есть, него не сильно память заблокирована, потому мгм. что у него задачи были Нас такие, как насколько у него чуточку процентов оставлено, но этого достаточно. То Мгм. есть у него, ну, процентов 5, наверное, памяти есть, но этого достаточно для того, чтобы помнить. Не помнить, что я там многомерная душа, у которой тысячу воплощений. Нет, чтобы вот этот вот благородство о том, что все ну, как это, по любви, вот эти вот чувства ему достаточно нести за счет этого понимания. Марина, на счете 3 тебе появится процент, сколько у тебя открыта вот эта связь твоей личности с душой. Один, 2, 3 На 30 на 30. всего лишь. Мгм. Это помогает тебе визуализировать. Нет, А что тебе? Для чего тебе визуализация это какой-то местный инструментарий. местный инструментарий? Ну, то Кого? есть это в смысле мой, наученный тут. Мгм. А это что мне помогает? Как это, скажем, хорошо поступать в каких-то ситуациях, ну вот выбирать позитив и любовь. Мгм. А посмотри у меня, сколько открыто. На счете 3. Один, 2, 3. А у тебя больше. Больше на сколько? Ну, раза в 2 больше. 60%. Мгм. А где этот механизм? Вот и я смотрю, вот на На себя счете 3. смотрю, что у меня Посмотри у какое-то себя. прикрыто, скажем так. И я вот Мгм. вернулась к мысли еще, я где-то уже всплывала у меня эта информация. м, На пере- счете 3 ты Во увидишь время тот. родов перекрыто было. Это было А, Я в военном госпитале родилась, чтобы не, как это скажем, не мешало там работать, перекрыли. Мгм. Прикрыли кто? Скажем так, Работники матрицы? эгрегор военного госпиталя. эгрегоровые. Местное. Мгм. А А почему он можно вмешивается в открыть. твою? А потому что я тогда там родилась, скажем так, и И это ты чтобы была... не... Хорошо, Марина, на счете 3 ты видишь место, где эта программа открытия-закрытия записана. На счете 3, один, 2, 3. Ну, у Где меня это? это в черепной В коробке. черепной коробке. Это программа, это на ментальном уровне у тебя записано, да? Это как створка блокирующая просто, которую надо отодвинуть. Мгм. Ты видишь эту створку на счете 3, один, 2, 3. Мгм. Ты мне позволишь ее Да вот тронуть? она. Сняли? Сняли, да? Тебе нужна такая створка? Не нужна. Ой. На счете 3 открываю портал, можешь ее выкинуть туда. Мгм. Что-то мешает Что мешает? выкидыванию. Что-то мешает, что-то препятствует Что мешает? выкидыванию. Какие-то уловки. Уловки. Ну вот я пытаюсь выкинуть, мне мешает что-то выкинуть,
Я пытаюсь посмотреть, что мешает, а мне начинают вижу, что хитрит что-нибудь типа: "А надо Марина, постепенно, а надо то-то". Я же говорю, это уловки Марина, на какие-то. счете 3 все то, что пытается помешать, ставится на паузу, замирает. Один, два, три. На счете 3 принимает форму естественную, не завуалированную. Один, два, три. Ты четко видишь, кто это. Ну, это матричный какой-то Матрица. представитель, да. Марина, сейчас пока все берешь эту створку и выкидываешь в портал на счете 3. Один, два, три. Тебе удалось. Сейчас закончу. Да. А теперь, Марина, я свою снимаю и тоже выкидываю на счете 3. Один, два, три. У меня получилось. Улетела вниз. Хорошо, на счете 3 закрываем портал. Один, два, три. Так, посмотри, что поменялось у тебя, Марина? Ну, у меня в мире, в это, не в мире ощущений, в ощущениях пока. Так, посмотрим, что поменяется. Да. Все равно начинает так воздействовать, как это скажем, образно это как связывать начинают. Надо посмотреть. Нет, так надо посмотреть, сколько мы договаривались. Даже, мне кажется, вот. Ну, потому что как-то на меня сразу начинает воздействовать, скажем, система. Сейчас я им, потому что я чувствую, что должно быть больше, например, сейчас я им ткну в тот самый договор, где они увидят, что не лезьте. Договор, которого ты подписала? Ну, в самом начале все тот же на этот воплощение. Я имею в виду, что чего они сейчас мне мешают, да? Я Тебе, хочу ткнуть, что да. вот, смотрите, по нашему ранее обязательствам, договоренностям, все я могу, так что не лезьте. Почему ты Могу, должна? Ты можешь этот договор вообще отказаться могу. от Ну, него. знаешь, иногда проще ну, как-то все показать, что есть. А ну, спроси у меня. У меня такого договора есть? А я не знаю, если у тебя, потому что два ответа идет. И тот, и У тот. меня И его нету. Я его от него отказался. Посмотри. хорошо. Есть у меня договор. Нет, я говорю, хорошо, отказался, так отказался. Я сам решаю. Никто не может мне препятствовать. Что ты сейчас думаешь? Читаешь договор свой? А я уже прочитала. И Ну, что? Ты все там можешь можно, взять, поэтому если договор тебе нужен этот или не нужен. мне... Ты слушай, там такой договор у меня, который позволяет все. Ну, у меня то же самое. Я могу себе все позволить без договора. Хорошо. Но тебя договор чем-то еще ограничивает? Я вот хочу посмотреть мелкие скрытые пункты. Вот именно. Он скорее еще обязывает, он не ограничивает, а обязывает какие-то там мелкие скрытые пункты. Вот именно, которые как бы не то, что мелким шрифтом, а на изнанке там записано, или устно, Там что-то обязывает или отдавать. энергетически записан, и он не виден. А теперь на счете 3 все проявляется, все пункты, все подпункты, все то, что связано с этим договором. Один, два, три. Что открылось? Ну, там еще пару пунктов, по которому что-то надо отдавать. И отдавать что нужно? Ну, энергию отдавать. И И ты работу. В смысле, на работе отдавать энергию.
И ты Можно убирать. можно вообще отказаться от Мгм. контракта. Разве не так? Да, я сейчас это и делаю. А с кем у тебя контракт это? С матрицей, в С а, смысле с хорошо. Кто представитель матрицы? Ты можешь его вызвать. могу и не вызывать. То Просто есть можешь сжигаю разорвать. этот Да, договор да, и да. все. Тебе дать спички? У меня есть. Подуй на этот договор огнем. Марина, что происходит? Ну, я все его сжигаю, а тут остается одна палочка какая-то, которая не хочет сжигаться. Почему? Что это за палочка? На счете 3 тебе четко информация приходит. Что она собой представляет? Один, два, три. Не является ли эта палочка то звено, которое может воссоздать договор? Да, оно и есть. И что эта палочка несжигаемая? Ну вот да, почему мне интересно. Марина, на счете 3 открываю портал, аннигилирующий. Один, два, три. Выбрасываю эту палочку в портал на счете 3. Не выбрасывается. Почему не выбрасывается? Не Это, знаю. это, Ну ладно, что ладно. Марина, на счете пускай 3. так. На счете 3 я направляю. Ты мне скажешь на счете 3, какая вибрация у этой палочки? Ну, Один, два, три. мне она нормальная. Ну, в смысле, моя. Ну, то есть родная. Моя вибрация в этой палочке. У этой палочки должна собственная вибрация быть. Можно оставить. Я пока оставлю, значит. Хорошо. Марина, на счете 3 спроси у меня, есть нечто подобное у меня? Один, два, три. Нет. Нет. Марина, посмотри, насколько у меня открыто ясновидение в процентном отношении. Один, два, три. Весьма открыто. Типа 80, но есть какое-то но. Словно что-то, но ты им не пользуешься, что-то такое. Нечто что есть? Что я не пользуюсь? Ну, как-то да, ты как-то можешь этим пользоваться условно, в здоровом состоянии, в бодром, в адекватном, не Да, в гипнозе, да, но я ты не им пользуешься. и иногда пользуюсь, но почему у меня 80? Почему не 100? Ну, потому что есть куда стремиться. Есть куда-то стремиться, нужно чего-то еще. Ну, то есть еще там есть что-то, Что есть? что ты можешь. Что именно? Насколько у меня открыто яснознание? На счете тебе придет процент. Один, два, три. На 100, наверное, открыто. Мгм. Еще вопросы? Марина, что мне мешает вот эти 80 с- превратить в 100? Практика. Практика. То есть нужно упражняться. Без гипноза. Без гипноза. Ну, Мгм. наяву условно. Наяву. С открытыми глазами делать то же самое, что ты в Мгм. гипнозе. Ясно. Хорошо, Марина. Отключись от всего вот этого. Один, два, три. Марина, на счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. Один,
два, три. Повышаем на счете 3 наш уровень энергии вибрации до максимального значения для каждого из нас. Один, два, три. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполнено энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, а мысли более четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей спокойно и наполненной сил. А сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Как твои ощущения? Нормально. Хорошо. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памятью. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий и лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Марине, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательными и открытыми к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаем вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего вам.